Этот выпуск сделан благодаря вашим донатам. Большое спасибо. Если захотите поддержать следующие выпуски, под этим видео ссылка на те сервисы, где это можно сделать. Хочу себе нефтяную вышку. You hear that? Экономика Техаса такая же экономика, как до ковидной России. А что это такое? Это понты. Подключайте. Просто как шампур. Как можно сделать сапоги из рыбы? Остин — это как Екатеринбург, у которого получилось. Давай, Юркис! Как так может иноагент проколоться? Реально рассол. Техас! Всем привет! Мы в Техасе, самом необычном и в последнее время самом притягательном месте Америки. За моей спиной космодром Илона Маска. Он находится на берегу Мексиканского залива, а в столице Техаса, Остине, Маск купил себе дом и открыл завод другой своей фирмы — Теслы. В последние годы Остин все чаще называют одним из самых быстро развивающихся городов Америки. В него переезжают селебрити, миллиардеры, студенты и резиденты Калифорнийской Кремниевой долины. Другой важный город Техаса — Хьюстон. 200 лет назад на его месте были болота и аллигаторы, но потом в Техасе нашли нефть, и Хьюстон превратился в нефтяную столицу. Сейчас в городе сотни офисов технологических компаний, а еще космический центр НАСА и крупнейший в мире медицинский центр, в котором работают более 100 тысяч человек. Техас — это вообще про все большое. Его территория больше, чем у Франции. Здесь огромные церкви, огромные заправки, самое большое количество оружия у местного населения. Почему и чем Техас отличается от остальной Америки? Как он превратился в новое место силы? Чтобы узнать это, мы провели здесь больше недели и пообщались с самыми разными людьми. Все, что узнали, рассказываем вам. Вперед! Максим, ты родился и вырос в Надыме, учился на нефтяника в Губкинском, потом работал в нефтяной компании хьюстонской, международной, и так оказался в Хьюстоне и сделал здесь карьеру. Все верно. Хьюстон — это 4-й большой город в Америке, но это, знаешь, это большой маленький город. По сути, когда ты ездишь, это одноэтажная Америка, здесь все очень доступно, где бы ты ни жил, время добраться куда-либо, куда тебе надо, в радиусе 20 минут все находится. Ты находишься в южной части Америки, где люди с определенным менталитетом, южане, они живут в тепле, они более комфортные, они гостеприимные и так далее. Здесь хорошие, в целом добрые люди, открытые для бизнеса, открытые любым национальностям. Это крутое место. Здесь ты можешь встретить кого угодно, откуда угодно, ты можешь поесть любую еду, ты можешь открыть бизнес очень легко, развиваться, раскрываться как человек, как талант, как профессионал. Здесь реально можно реализовать свою американскую мечту. Денис, здесь есть, во-первых, техасская кухня, а во-вторых, есть Tex-Mex. Это когда мексиканская, смешанная с техасской. Да. Но вообще это история Техаса, потому что когда-то Техас был частью Мексики и даже там когда-то частью Испании. Поэтому мексиканцы, они здесь были всегда. Вот. Это еще вопрос, кто сюда первый пришел. И сюда пришла вот иммиграция, прежде всего это скотоводчество, да, ребята там ковбои, да, которые приехали сюда на лошадях здесь разводить скот. Вообще Техас начался с двух вещей. Это скот и это хлопок. Ну и ковбои, вот они там забивали бычка, вот, ну и делали, например, брискет. Вот мы сейчас попробуем. Это такое мясо, и оно очень долго готовится, оно готовится 12 часов. Это гарнир, это то, что здесь называется loaded potato. Начиненная картофелина. Ну, сюда кладут все, что, по большому счету, все, что есть в холодильнике. Вот, сейчас здесь немножко бекона, сметана, сыр, ну и сверху там можно украсить каким-нибудь лучком. Я не обедал. Как раз, кстати. А ты не будешь есть? Нет? Я буду есть, я просто хочу, чтобы ты взял все-таки соус, потому что в Техасе есть мясо без соуса, это тоже не камильфо. Да, кстати, вот этот вот брискет, вот форма такая, да, если мы что-то не доедим, то, в принципе, мы могли бы, если мы были бы ковбоями, мы положили бы это на камень, солнышко там уже припекает, и к следующему дню это был бы биф-джерки.
Это такая жвачка, которая вот ковбой едет на лошади и что-то там жует. Вот, поскольку уезжал надолго, вот у него там в мешке там есть хлеб, может быть, несколько картофелин, ну и вот этот вот биф-джерки. А, по-моему, их даже продают в этом, как снеки, или там колбаска копченая. Как раз это традиция продавать биф-джерки именно на дорогу. То есть, если раньше ты ехал на лошади, сейчас ты едешь на здоровом техасском траке и жуешь эту джерки. Очень кайфово. По статистике, США и Россия входят в топ стран, где чаще всего взламывают пароли. Это интеграция, про то, как повысить свою безопасность в интернете. Менеджер паролей RoboForm создает уникальные пароли, которые вам не потребуется запоминать. Используя RoboForm, вы можете зайти на любой сайт или в приложение одним нажатием со всех ваших устройств, не сталкиваясь с паролями, а значит, и не забывая их. Коротко о том, для чего вообще нужен такой менеджер паролей. Даже если вы придумали сложный пароль, но используете его на разных сайтах или храните в заметках телефона, вы становитесь легкой мишенью для хакеров или мошенников. Потеря доступа к своим аккаунтам и слив данных, кража денег с банковских карт, испорченная кредитная история. Этот пункт будет понятен нашим зрителям из США. RoboForm решает все основные проблемы, связанные с безопасностью ваших аккаунтов в интернете. Максимально наглядно, как это устроено. При регистрации на любом сайте RoboForm генерирует надежный и уникальный пароль, который мгновенно сохраняется на всех ваших устройствах. Вам нужно лишь запомнить один мастер-пароль для входа в систему и доступа к вашим данным на любых одобренных устройствах. Кстати, проходить аутентификацию для входа в RoboForm можно с помощью отпечатка пальца или скана лица, вообще не вводя пароль. Помимо защиты в онлайне, RoboForm экономит ваше время на многих рутинных процессах в интернете. При форс-мажоре всегда можно обратиться в службу поддержки, которая работает круглосуточно. А на случай глобальных форс-мажоров в RoboForm создана безопасная система управления цифровым наследием, которая позволяет вашим близким получить доступ к важным аккаунтам. Автоматический вход на любой сайт и в приложение, автозаполнение форм, а также возможность делиться доступом к своим онлайн-аккаунтам с другими пользователями. Все это будет доступно вам с помощью RoboForm. А по ссылке в описании доступна скидка 40% при покупке RoboForm. Вперед! Хьюстон исторически связан с нефтью. Почему и как? Техас был вообще сельскохозяйственным штатом до, скажем, до начала 20 века. Конец 19-го, начало 20 века. Что случилось в Хьюстоне? Пересеклись несколько вещей. Появилась большая залежь нефти, которая здесь недалеко, где-то 1,5 часа езды отсюда. Первая скважина техасская, которая дала какую-то нереальную добычу, порядка 100 тысяч баррелей в год, что-то такое. Было огромное открытие. Это создало бумтаун в Бумонте. Скважина называется Split and Top. Потом такое же открытие сделали чуть севернее, здесь есть место Humble, Luling и так далее. И получилось, что вокруг Хьюстона было много различных месторождений бумтаунов. Железная дорога шла через Хьюстон. То есть все отправки этой нефти использовались железной дорогой, какими-то там методами, которые были тогда доступны логистически, но железная дорога была основным. Все пересекалось здесь. И тогда все эти фирмы, которые повскакивали на этой нефти, они организовались и стали обустраиваться здесь, в Хьюстоне. То есть к 20-му году 20 века здесь уже была армия какой-то, не могу сказать олигархии, но эти предприниматели, они уже обосновались здесь и начали жить, обустраивать город. И этот даунтаун, кстати, это когда нефтяники начали сорить деньгами и, собственно, выпендриваться друг перед другом в 60-х, по-моему, 70-х годах. До кризиса 80-х годов нефтянки у людей было столько бабла, что они не знали, что еще делать, кроме как смотреть на большие города, Нью-Йорк и так далее, и, строить свои здания и показывать свою роскошь. Я не путаю, был прямой рейс Москва-Хьюстон? Да. Сингапурские авиалинии. Для нас это была огромная трагедия, когда они закончили летать. Они делали заправку в Москве? Да. Сингапурцы так часто делают. Сингапур, Москва, Хьюстон. Это была связка. Когда случился Крым, они ушли в Манчестер. Мы писали петиции всей русской коммуной в Сингапур, просили их этого не делать. Но, в общем, много было торговых отношений между Россией и Хьюстоном.
Нефть — это одна вещь, сельскохозяйственная вещь, другая, удобрение, третья. То есть позиций, по которым связка была между Россией и Техасом, их много. И Хьюстон был как бы центром этого всего. Экономика Техаса, на самом деле, по размеру, то, что называется там, GDP, валовый национальный продукт, такая же экономика, как по доковидной России. Вот, то есть, к твоим словам, это действительно очень богатый и самодостаточный штат. Макс, ты привез нас в Мидланд, Одессу. Это, по сути, один город, ну, два города, которые слились в один. И это главное нефтяное место в Штатах. Все верно. 50%, а то и больше всей нефти, которая добывается в Америке, добывается здесь. Мы приземлились, и первое, что у багажа увидели, это вот такая вот штуковина. В большинстве аэропортов мира рекламируют автомобили, например, а здесь вот такой вот artificial lift для газа и нефти. Подлетая уже к Мидланд-Одессе, ты видишь, конечно, как угри на земле, вот эти вот точки, либо где добывали нефть, да, и, видимо, всю высосали уже, либо продолжают это делать. Все верно. В среднем индустрия здесь бурит около 10 тысяч скважин в год. Я никогда не был так близко к... Это что? Это станок-качалка. Станок-качалка. Вот она прямо сейчас качает нефть. Все верно. Где нефть? Вот под этой передней? Вот впереди тебя видишь черную маленькую скважину. Видишь, откуда этот плунжер ходит туда-обратно? Вот там нефть. Это дырочка, которая ведет к нефти. Это и есть скважина, которая пробурена, освоена, и она там длиной 10 тысяч футов, а-ля 3 километра. 3 километра? То есть это шнур 3 километра? Нет, шнур не 3 километра, но сама скважина, которую пробурили, она 3 километра, да. А плунжер, он гоняет его туда-сюда и как насос, собственно, выкачивает собранную нефть в стволе скважины. Потом куда эта нефть идет? Нефть идет по трубам в коллектор, то есть место, они где-то вот там они где-то там собираются, да, там стоят сепараторы, которые разделяют нефть на фракции. То есть у тебя получается нефть, которую можно продать, у тебя получается вода и попутный газ. Воду потом используют в технических целях, ГРП и так далее. Нефть увозят нефтевозами на продажу. Машины приезжают, загружают, увозят. А газ? А газ два варианта. То есть мы видим вокруг здесь, можно его или сжечь, ты видишь много горелок. И это было очень популярно. Огонь, который мы видим, это сжигают газ? Это сжигают попутный газ. Да. Почему его сжигают? Потому что некуда его девать. То есть нету трубопроводов, нету системы, которая бы забрала этот газ и вывела его там на рынке продаж, либо к электростанциям и так далее. То есть это, возможно, просто как бы такая дистанционная проблема, да, они там далеко находятся и так далее. Но это было очень популярно. То есть ты видел, какое количество скважин здесь в Первинском бассейне. Таких горелок было куча. То есть еще 3 года назад их было очень много. Сейчас эта тема все меньше и меньше. Конечно же, по экологическим соображениям все компании показывают свою работу по снижению выбросов газов и так далее. Но еще интересно, они конвертнули вот эти выбросы газов, строят маленькие подстанции, которые генерируют электроэнергию, и рядом с ней строят криптофермы. То теперь тема на всяких нефтегазовых конференциях для операторов — это когда ребята, умельцы продают эти криптофермы с микроподстанциями, и ты, собственно, этот попутный газ не сжигаешь, а конвертируешь в электроэнергию и делаешь еще майнишь крипту. А как это выглядит? Это, ну, это как бы ты особо ничем не видишь. Это выглядит как контейнер, ты, в принципе, внутри ничего не видишь, но маленький контейнер, который будет напичкан процессорами, кулерами, охладительной системой, которая питается от электроподстанции, которая идет от этого попутного газа. Давай, вдруг кто-то не знает, чтобы майнить крипту, производить крипту, нужно очень много электроэнергии. Все верно. И это как бы всегда вопрос у тех, кто занимается криптобизнесом, где ее взять. И тут так это решили. Это так решили и, собственно, решили проблему с выбросами газов. Теперь как бы компания, когда разговаривает с инвесторами либо на Уолл-стрит, если это публичная компания, они теперь заявляют, что они выбросы скинули, они молодцы, экологи им хлопают в ладоши, но при этом они еще и майнят крипту. Скотт, мы сейчас в Мидланд-Одессе. Насколько я знаю, это главное место по добыче нефти в Америке. Все так. Здесь бурится больше всего скважин, добывается больше всего нефти, чем где-либо еще в нижних 48 штатах.
У нефтяной индустрии бывают волны. Цены на нее то поднимаются, то опускаются. Что происходит с городом в эти моменты? Да, в отрасли есть приливы и отливы, как волны, потому что нефть — это товар. Он торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Поэтому есть пиковый и низкий спрос. Есть вещи, которые будут толкать спрос вниз. Например, ковид. Он привел к отрицательным ценам на нефть. Но остановило ли это производство? Оно замедлилось, но не остановилось. Мы все еще должны были добывать нефть. Но что происходит с городом, возвращаясь к вашему вопросу? Все очень просто. Люди уезжают, многие из тех, кто приезжает, живут здесь только 2-3 недели, а затем возвращаются домой. Они прилетают и улетают. Они приезжают и возвращаются. Они здесь не живут. Но для многих из нас, включая меня, это дом. Я здесь уже почти 60 лет. Но большинство живет здесь только периодами. Я бы сказал, что приблизительно 30-40% населения — да. Как тут вообще живется? Вам нравится? Я люблю это место. Это мой дом. Я родился и вырос здесь. Мой отец работал в этой индустрии. Мой сын в индустрии. Я в ней всю жизнь, как и другие прекрасные люди, которых я встречаю по жизни. Почему такое название? Ну, есть легенда о том, что когда в 19 веке строили этот город, часть строителей, которые приехали сюда и начали строить остановку для... Это была такая остановка для воды, когда торговцы между Эль-Пасо и Форт-Уорсом курсировали по дороге. Такой был трейд-лайн, торговый путь. Здесь сделали такую водяную остановку, чтобы люди могли остановиться. У них здесь был салон ковбойский, они могли что-то попить, поесть, отдохнуть, расслабиться, набраться сил и продолжить свой путь. Так вот, строители этого города, первоначальные, которые сюда пришли, по легенде, были из Российской империи. И вот эти российские строители, увидев город, увидев зеленую низкую траву, она им напомнила Одессу. И, собственно, почему-то Одесса у них всплыла, они как-то это слово прижилось и осталось в памяти здесь. Я правильно понимаю, что цены на бензин меняются постоянно? Абсолютно. Свободная экономика, свободные отношения, нефтяра идет вверх, стоимость переработки нефти идет вверх, и все это транслируется на заправке. То есть ты вот сейчас здесь несколько дней, в конце своего путешествия посмотри, сколько стоит бензин, этой цены больше не будет. А на этой заправке на той он одинаково стоит? Он будет стоить чуть-чуть по-разному, но приблизительно ты увидишь разницу. Если закоррелировать это с ценой на нефть, то ты увидишь, что разница пойдет либо вверх, либо вниз. А в России не влияет никак? То есть цена даже если падает, то цена бензина остается? Она не только что остается, она продолжала расти. А почему? Можешь объяснить, как нефтяник? Российский рынок сильно регулируем, и я так понимаю, что там есть квоты на то, сколько нефти продается за рубеж, сколько остается внутри России. И для того, чтобы сохранять маржинальность бизнеса, они, собственно, выдерживают это за счет повышения цен постоянно. А по отношению к потребителям честнее как? Как здесь? Здесь, конечно. Техас известен тем, что здесь можно частнику даже поставить вышку. То есть, грубо говоря, даже я, если появились бы лишние деньги, мог бы взять и поставить. Да. Это так? Это абсолютно так. Здесь практически вся земля в частных руках. Ты владеешь, когда ты покупаешь землю, ты владеешь землей, которая на поверхности. То есть ты можешь ее разрабатывать в сельхознаправлении, угодьях, а также все, что под ней. То есть любые полезные ископаемые, находящиеся под твоей землей, которые ты купил на поверхности, они твои. Ты можешь отдельно продать минеральные права или права на природные ресурсы отдельным лицам, которые будут разрабатывать эти полезные ископаемые, и ты будешь получать роялти. К примеру, чтобы в Перминском бассейне цена доходила за 1 акр, это порядка сотки, до 25 тысяч долларов. Чтобы купить, потом роялти 6-10%, как уже... На веки вечные? Ты покупаешь минеральные права на веки вечные, и роялти у тебя на 100 лет 6-10% от прибыли продажи этих ископаемых. Тема такая, что если ты владелец огромной территории земли, у тебя есть два пути развития. Да? Ты можешь вложить деньги сам и стать сам маленькой компанией. Вот такую или поменьше? Ну, чтобы построить вот такую, тебе надо еще пробурить ее, сделать ГРП и так далее. То есть капитальные вложения, они огромные. То есть, чтобы пробурить или закончить одну скважину, это порядка 9 миллионов долларов. Одной скважины, наверное, мало, потом у тебя логистика. То есть это все одно за другое цепляется, вся эта инфраструктура. Ты можешь это делать заутсорсить, отдать это профессионалам, которые знают, как это делать быстро, эффективно, и у них там есть масштаб бизнеса. Да? И да, два варианта пути. Ты можешь это делать сам, если у тебя есть очень
очень много лишних денег и есть желание этим заниматься, либо ты можешь продать просто свои права на минеральные ресурсы и сидеть на роялти и чилить. А что выгоднее? Это все предпочтение личное. То есть, если тебе хочется этим заниматься, ты занимаешься. И я знаю людей, которые занимаются этим, потому что это был там их семейный бизнес, и это им в кайф, они работают над этим. А есть люди, которые этим не хотят заниматься. А есть, условно говоря, не знаю, какой-нибудь YouTube-блогер, заработал $1 миллион и решил, что вот хочу себе нефтяную вышку маленькую. Миллиона не хватит. Ты можешь купить старую работающую вышку за миллионы, может быть, даже меньше. Она там будет добывать тебе, не знаю, 20-30 баррелей в сутки. То есть это будет... тебе надо смотреть экономику, да, то есть выгодно тебе это сделать. Но можно ли так сделать? Да, однозначно. Сейчас все говорят о AI. А что только с ним делать? Хочется, но непонятно, куда его там прикрутить и что сделать. Я помогаю им понять еще, нужен он им или нет. Если нужен, то где его можно применить и зачем. Мы раскатываем там наш продукт, устанавливаем наш продукт, мы тренируем клиента, мы работаем вместе с ним, вот, ну и потом клиент получает деньги. За счет чего? Например, в нефтянке есть там гигантские платформы в Мексиканском заливе. Если вы, кстати говоря, полетите над Мексиканским заливом, вы их прекрасно увидите сверху. Они такие квадратные, ну, вы увидите, что это очень крупные такие постройки. Там есть гигантские компрессора. Вот если что-то с этим компрессором случится, то, ну, дай бог, не будет взрыва, вот, но как минимум там никакой нефти производителя не будет. Вот, мы можем предсказать заранее, что с этим компрессором он начинает покашливать. Мы это можем заранее предсказать, и тогда компания может его починить заранее, а не в последнюю минуту, когда там все застрещало, там дым пошел и так далее. А это AI вам подсказывает, что он покашливает? Да, мы подключаемся ко всем сенсорам. На самом деле современная индустрия, что здесь, что в России, там все обвешано сенсорами. Вот, проблема в том, как собрать эти данные, вот, и как их, что с ними делать. Упростим. Сенсор — это просто датчик того, как он работает. Датчик, да. Вы подключаете свой софт к этому, искусственного интеллекта, и он просто смотрит за всеми этими данными и находит, и исходя из этих цифр, он понимает, что вот оно покашливание. Да, абсолютно верно. И таких датчиков на большой платформе может быть несколько десятков тысяч. И если бы у нас была бы там команда посадить 100 человек, там, смотреть на экраны постоянно, вот, не ходя там в туалет и там на обед, вот, это можно было бы сделать, наверное, и людьми. Вот. Но, естественно, это такой футуристический сценарий. Вот. Сейчас это может делать искусственный интеллект, за всем этим аккуратно следить. Какие здесь зарплаты? Сколько здесь получают люди? Самый низкооплачиваемый парень зарабатывает около $70 тысяч в год. А самый высокооплачиваемый на этой площадке делает $250 тысяч. Чем он занимается? Он босс этой установки. Босс. Менеджер, да. Менеджер. Если вы посмотрите на шоссе и водителей этих траков, то некоторые из них зарабатывают $100-120 тысяч, просто управляя этими грузовиками. Хорошие зарплаты. Очень. Но здесь и должно быть так, потому что это одно из самых дорогих мест для жизни в Техасе. Я могу задать несколько вопросов про ваши сапоги? Конечно. Это крокодил? Нет. Это типичные техасские? Сапоги техасские, но это не крокодил. Это сибас. Сибас? Да. Сибас. Но это рыба. Это рыба. Как можно сделать сапоги из рыбы? Я понятия не имею, как они превращают это в кожу. Но я могу сказать, что это одни из самых прочных и в то же время удобных ботинок, которые у меня когда-либо были. У меня были ботинки из страуса и кожи каймана, было несколько пар из разных видов экзотических животных. Эти мне нравятся, потому что их, во-первых, не нужно полировать, на них не видны царапины, и они очень хорошо смотрятся и как нарядные, и как повседневные сапоги. Вы носите их каждый день? Да. Да. Но они удобные? В них не слишком жарко? Не так жарко, когда ты вырос в них. На этой буровой установке и вообще в нашей отрасли мы должны носить защитные сапоги или ботинки. Так что мы привыкли к этому.
Но опять же, я с детства в сапогах. В обычных кожаных сапогах. Они не были такими экзотическими, как эти. Или как из каймана, или как страусиные. Но это часть моего наряда, в котором я появляюсь перед своими клиентами. То есть такие сапоги — это не развлечение для туристов. Это настоящая жизнь людей в Техасе. Да, реальная жизнь. Знаете, если бы я ехал в Хьюстон и встречался с клиентом, я бы был бы в этих ботинках, джинсах и рубашке. Я не ношу пальто и галстук. Сколько стоят такие сапоги? Вообще, это подарок жены. Но я видел выписку по кредитной карте. Там было $700. $700? Да, звучит как большая сумма, но эти ботинки прослужат мне 10-12 лет. 10-12 лет? Да. Вы уверены? Да, потому что у них кожаная подошва снизу. Я просто отремонтирую их. Это будет стоить $100 в год. А верх никогда не изнашивается. Просто нужно хорошо за ними ухаживать. В каком-то смысле, наверное, Техас — это то, куда могла бы развиваться Россия, в смысле, с точки зрения экономики. В 80-е годы, во время очень богатой, дорогой нефти, здесь все цвело, потом все упало. Даунтаун в Хьюстоне, он был полузаброшен. И тогда Техас начал вкладывать последовательно в медицину. В Техасе второй по размеру медицинский центр в мире. Там 100 тысяч сотрудников. 100 тысяч. И ВВП этого медцентра $25 миллиардов. Да. Это больше, чем у многих стран в мире. То, что ты говоришь про Техасский медицинский центр, он реально огромный. Он принимает порядка 10 миллионов человек в год. Там делаются сотни тысяч операций на сердце, уникальные операции. Там есть детский госпиталь. МД Андерсон — самый лучший госпиталь в мире по лечению рака, болезни рака. У них огромный Innovation Factory. Они открыли инновационный завод, платформу, когда 6 университетов и 6 клиник соединили все свои разработки, ресерч, вложили огромное количество денег для того, чтобы привлекать стартапы в медицину, привлекать стартапы в изучение жизни, продолжение жизни, фармацевтику, фармакологию и так далее. Вот это зал диалогов Леонардо. Здесь пол, потолок. Здесь та молекула, с которой я работаю. Вот эти 60 атомов углерода, вот она, эта молекула, фуллерен. Надписи справа налево, так как любил писать Леонардо. Это вход в вашу лабораторию? Это вход в нашу лабораторию, это вход от лифтов, собственно, туда, где я работаю. Почему да Винчи? Мне кажется, что это человек, который отошел от рутины. Тот человек, который сделал все для себя. Вот он создал для себя свою вселенную, Платоновы тела. И после этого началась наука. То есть это как бы вот мы входим сюда, а дальше идет наука. А еще в Хьюстоне есть клуб МЛС. МЛС — это сокер, европейский футбол. Да. И тут команда Динамо Хьюстон. И ее титульный спонсор — это МД Андерсон. Это медицинская компания внутри этой больницы, сотрудника которой мы тоже здесь снимали. То есть они работают не просто как больница, а как частная больница. Юрий, вы работали учителем химии в Брянске, а сейчас вы работаете в крупнейшем медицинском центре в мире. Расскажите, как это произошло? Мне повезло с учениками. Я работал в Брянской общеобразовательной школе. Я преподавал химию детям. И видимо, неплохо преподавал. Многие дети стали поступать в те учебные заведения, куда они мечтали поступать. Это медицинские институты, это Московский университет государственный. И мне захотелось быть похожим на своих учеников. Ученики должны добиваться большего, чем добивается их учитель. Вот они добились большего, а я за ними следовал. Я поступил в аспирантуру. МГУ? В аспирантуру МГУ, аспирантуру химического факультета. Закончил ее, работая в школе. То есть вы работали в школе и учились в аспирантуре? И учился в аспирантуре. Это можно было совмещать? Это было очень трудно совмещать, потому что неделю я должен был давать уроки, стоять перед детьми и рассказывать им о том, каковы химические свойства серы. А в субботу я должен был быть в лаборатории для того, чтобы сделать свои эксперименты. Вы садились в поезд и ехали в Москву? Садился в поезд, ночным поездом ехал в Москву. А в понедельник утром у меня был первый урок, поэтому я должен был приехать к первому уроку. Это было не очень легко.
Вау. Если бы сейчас мне сказали так начать делать, я не уверен, что я смог бы. Так, вы отучились в аспирантуре, а дальше? А дальше как бы школа очень сильно менялась в 90-е годы и начала меняться в другую сторону, в 2000-е годы. И я как-то не нашел своего места в этой изменившейся школе. Что вы имеете в виду? ЕГЭ, единый государственный экзамен, начали внедрять. И те программы химические, которые я разрабатывал в 90-е годы, и я считал самыми лучшими, они как-то не находили места в этой новой школьной системе. Я перестал работать в школе. Получил предложение приехать сюда на работу и приехал. А как вот учитель из Брянска может получить предложение приехать в Штаты? В моем случае это было так. Мои научные руководители — люди, интегрированные в науку. То есть они знают много людей вокруг себя. Наука — это... Из МГУ. Мои научные руководители из МГУ, да. Они знают много ученых, которые работают здесь. И постоянно возникает необходимость найти новых сотрудников. И они сказали: слушайте, у вас там кто-то заканчивает аспирантуру, есть у вас люди, которые вот могли бы делать то-то и то-то? Они говорят: да, вот, пожалуйста. То есть это таким образом. А дальше они со мной побеседовали, они решили, подхожу им или не подхожу. Видимо, я подошел, и я начал работать здесь. А как у вас был английский тогда? Плохой. Язык — это самые наименьшие из трудностей, которые бывают. А расскажите, что здесь что? Это аналитическая химия. Когда-то химики мечтали определять какие-то химические элементы, например, золото или свинец, с большой точностью. И это было возможно, например, определять с точностью до микрограмма. Я с этим прибором работаю с тканями мышей. Мышам дали какое-то лекарство. И мы хотим узнать, сколько этого лекарства, сколько золота из этого лекарства попало в ту или иную ткань. Мои коллеги-биологи отрезают этот маленький кусочек ткани, я его растворяю, даю этому прибору и бегу им сообщить, сколько золота там обнаружено. А золото — это как то, чем будут лечить? Это терапия. Тот терапевтический агент, который используется для лечения рака, он содержит золото. Это гигантский центр. Почему такой большой? Это сложилось исторически. Смотрите, одному из главных игроков в медицинском центре, МД Андерсон, в 18 году отмечали 75 лет. То есть они долго этим занимаются. Они накопили определенный опыт. МД Андерсон — это как бы клиника. Это один из главных игроков этого медицинского центра. Медицинский центр — это неформальное обозначение группы учреждений, которые... Много зданий, много организаций. Это вот комплекс всего. Совершенно верно. Наверное, это исторически сложилось так. Во-вторых, они как магнит привлекают людей, которые... специалисты, хорошие специалисты в этой области. А эти люди приносят деньги в виде грантов. И в итоге эта система себя поддерживает. А какая логика? То есть мы привлекаем специалиста. Грубо говоря, наняли невероятного химика. Понимаете, если у вас пустое место, вы не наймете этого химика. Да. А если у вас исторически устоявшийся медицинский центр, вы можете нанять его. А бюджет у медицинского центра, я так понимаю, из двух источников. Первое — это государство. Федеральное правительство. А правительство дает деньги, то есть центр доказывает, что мы хороши, и правительство дает за это деньги. То есть даже в этом есть конкурс некоторые. Безусловно. А второе — это частные инвестиции. Да. И это очень значительные суммы. Я знаю, что это очень значительные суммы. Я слышал, что источник этих денег — это, понятно, часть государства, а часть донаты. Донейшены от самых разных организаций. И там даже бывает история, что сюда едут со всего мира лечиться от рака. Да. Например, шейх приехал, привез папу, которого надо вылечить от рака, его вылечили, и после этого там еще одно здание построено в виде донейшена от благодарного пациента. Да, это правда, но медицина в Америке не является дешевой. Наверное, это один из таких бичей Америки. Поэтому МД Андерсон живет за счет донаций, за счет каких-то государственных грантов, но и за счет того, что люди просто платят, кто туда приезжает. Но действительно, приезжают туда не за счет того, что там это дешевле или там удобней. Очень много вложено денег в науку. И МД Андерсон — место номер 1 в мире по борьбе с раком. Поэтому неудивительно, что там шейхи, президенты, сенаторы
едут сюда для того, чтобы, дай бог, если провериться, там, не дай бог, подлечиться. Если совсем коротко, вы ищете лекарство от рака? Ну, можно так сказать. У меня несколько, так сказать, вот точек, где я пытаюсь что-то сделать интересное. Одна из, мне кажется, самых интересных точек – это разработка вещества, которое защищает окружающие ткани от лечения. Лечение происходит путем рентгеновских лучей. То есть пациента кладут и облучают. Лучевая терапия очень вредна, а вы ищете что-то, чтобы она была не такой вредной? Она была не такой вредной, да. То есть вот защита окружающих тканей, которые не должны пострадать, а раковую опухоль мы хотим уничтожить, мы ее облучаем. Но окружающие ткани тоже получают порцию этого облучения, меньшую, но они получают. И важно, чтобы лечение было лечением, потому что мы хотим вылечить пациента. То есть, проще говоря, к сожалению, пока ничего более эффективнее, чем лучевой терапии, нет, но при этом есть возможность сделать так, чтобы она когда-нибудь была просто, я не знаю, лечением зубов, да, то есть и полечили, и все, и ты пошел дальше. В идеале, да. Снизить ее вред, и чтобы она была обыденностью. Да. А что вы делаете для этого? Я синтезировал вещество, я его давно достаточно синтезировал, но понять значение этого вещества мы смогли только недавно, мы случайно, в общем, обнаружили, что это вещество защищает клетки от последствий радиоактивного облучения. И стали смотреть, и сделали эксперимент, например, с мышами, которые получили облучение в область мозга, и у них начали поведенческие расстройства намечаться. А другая группа мышей, которая получила такое же повреждение, через сутки получила мое вещество. И мы сравнили поведение этих групп мышей в лабиринте. То есть как они находят выход из лабиринта, как они подходят к новым предметам, знакомятся с ним, а потом убегают к другому предмету. То есть вот эти поведенческие повадки мышей сильно изменились под действием радиации, а под действием моего вещества они как бы восстановились. Что поведение более нормальное, то эффективное. Мышь любопытное животное, и она в лабиринте ведет себя как-то своеобразно. И вот если мы сможем восстановить такое же поведение, такой же обычный уровень любопытства для мыши, то значит наше вещество работает. Мы приехали в район, где выросла Бейонсе. Да, мы находимся в Third Ward, Riverside Terrace. Здесь была Бейонсе, здесь она прожила свое детство, какую-то юность, и она вот здесь фотографировалась, по-моему, пару лет назад. Ее был возврат сюда, собственно, в город. Заброшенные здания, да, заброшенные, забитые окнами помещения. Здесь пока жизнь не очень. Сегментированная. Да. Граффити, кстати, очень много интересных. Джордж Флойд. Заброшенные дома. Очень много людей безработных. Все, что они делают, это вот сидят на улице, либо курят траву, либо бухают. Вот на эту заправку лучше не заходить, да? Я бы не выбрал здесь заправляться. Если можешь проехать еще 5 миль туда, да, у тебя будет все гораздо спокойнее. А здесь что-то сделают? Я не думаю, что что-то сделают, но тебе могут поцарапать машину, пока ты там в туалете. Я не знаю, ты же рос тоже в те же 90-е, все эти, помнишь, российские истории про... Когда все докапывались друг до друга, да? То есть был период жизни, когда просто не по причине до тебя могут докопаться. И здесь это очень практикуется. Здесь другой мир, другая ментальность. Сюда мы не ездим, однозначно. Ни в магазин, ни в гости. Да, очень, очень грустно здесь, потому что ты чувствуешь разницу в доходах у людей, да, у разных классов людей. То есть, если, например, посмотреть на Техас, да, или там послушать сенатора, губернатора, да, ты увидишь, что они чем хвалятся, да. Здесь 55 головных офисов компаний из Fortune 500, да. В Хьюстоне их 28. Люди, которые работают в нефтегазе в Хьюстоне, средний заработок $130 тысяч в год. Здесь понятно, что у них доходы меньше 40 тысяч. Ольга, вы переехали в Штаты из Астрахани. Да, совершенно верно. Когда и как это было? Это было в 2002 году. По приглашению по работе я была учителем математики здесь.
А вы объявление увидели в газете «Иностранец»? Да, мне принесла его моя знакомая, которая... Я сын репетитора по математике, она говорит, что в газете «Иностранец» есть объявление, что Техас ищет учителей. Вот. И говорит, может, хотите податься? Я говорю, может. Вы работали учителем здесь? Да. И первое время вы работали учителем в гетто? Да, можно сказать. А расскажите, что это за опыт? Да, там школа такая была интересная, называется Fandren Middle School. Мне кажется, там и сейчас такой район непростой. То есть я преподавала математику ученикам, которые называются ESL, то есть у них английский как второй язык, да, то есть они приехали там из Мексики в основном. Но были те, которые здесь жили несколько лет, и они как бы уже посмелее, скажем так. Ученики, они там не угрожали, они говорят, что мы там сожгем вашу машину, мы подожгем ваш дом. Кричали там через класс effing bitch. Вот. И, оказывается, за это их можно взять, как сказать, в суд, да, то есть можно на них подать в суд. И мне, как бы делать нечего, там одного ученика, я как бы в суд, мы пошли в суд, он ругнулся матом. На весь класс он кричал, как бы сказать, такое выражение американское, не очень красивое. И мне одна из учительниц сказала, что можно за это подать в суд, ему дадут какие-то там воспитательные работы. Но мне кажется, большинство учителей с этим как бы не возится, потому что, там у людей семьи, я не знаю, дети, там им не до этого. А я, собственно, приехала, у меня времени полно, мне делать нечего. Сказали, так можно сделать. Я была на него сердита, пошла в суд, и ему прям судья выписал воспитательные работы. То есть он там какой-то мусор собирал около хайвея, скажем так, в результате этого. Это матерное слово, это было оскорбление в ваш адрес или просто такое проклятие в воздух? Оскорбление в мой адрес, да. А что это такое? Это понты. Это понты? Это понты. Они устанавливают себе вот такую штуку, да, чтобы показать, что они здесь на дороге, на этом участке, они крутые, смотрите на меня, и ты близко к ним не можешь подъехать, потому что ты как бы зацепишься, да. Очень типично для вот этого района. Полиция выбирает как бы эти сражения, с которыми связываться, да. То есть это того не стоит. Как бы что он там сделает? Он же нарушает закон, но при этом... Да. Он нарушает закон, то есть это, я не знаю, может быть, это штраф какой-то копеечный стоит. Вот, и зачем это связываться с ним? Там была вставка таких 4 таунхаусов модненьких вполне. Вот, я думаю, то, что мы видим, это вот эта трансформация, да. То есть люди покупают землю, она здесь очень дешевая. Я даже глянул, сколько здесь стоит. Здесь какие-то есть участки земли, которые продают. Он стоит, не знаю, меньше $100 000 можно найти. Сколько может стоить такой дом построить? Без учета земли, которая стоит здесь недорого, в хороший дом стоит... смотри, начальная цена там $110-120 за квадратный фут. Вот такой дом, он порядка, наверное, 1200 квадратных футов, то есть где-то $130 000. Ага, без этой начинки, мебели и всем остальным. Да. Но это как бы это низ. Дальше как бы уже по твоим желаниям. Но вообще здесь не принято детям выйти во двор и гулять. То есть здесь только в отдельных районах такая культура существует, и обычно это очень безопасные районы. Но я не видел детей в таких районах. Они наверняка есть. Я не знаю, где они гуляют и как их отпускают, и что делают люди, которые там, из более благосостоятельных домов, которые граничат вот с такими районами. Да? Я думаю, они не отпускают таких детей. Ты с 2016 по 2022 год жил в России. Да. Ты возвращался? Мне было всегда очень важно, на самом деле, вернуться в Россию. Мы, когда с Наташей познакомились, на самом деле, наш первый вечер, мы об этом говорили. Вот. То есть мы еще вообще друг друга не знали там. Вы здесь познакомились? Мы познакомились в Чикаго. Ага. В Штатах, да. В Штатах, да. И поэтому, когда предоставилась такая возможность, мы, конечно, за нее ухватились обоими руками. И поехали в Санкт-Петербург, откуда мы привезли кота и собаку. А ты там работал в «Газпроме»? Я работал в «Газпромнефти», да. Что там делал? Я занимался как раз технологиями и цифровой трансформацией. То есть мы смотрели на то, каким образом все эти новые технологии можно применять там в Сибири, например. Когда вы вернулись сюда? Мы вернулись сюда сразу же, когда началась война. То есть когда произошли все эти события, понятно было, что там остаться нельзя было. Но это плюс моя личная миссия. То есть я все-таки считаю, что моя миссия — это делать мосты. Я их наводил между Россией и Западом, между Россией и Востоком, между Россией и Китаем, между Россией и Эмиратами. И на самом деле, когда все началось, я вообще был в командировке. И просто было понятно, что дальше уже эти мосты не особенно нужны. Что меня удивило, на вашей улице, на параллельных улицах много мест, где в землю воткнут американский флаг, и еще в некоторых техасский.
Я в Штатах пока этого не видел за все свои приезды. Что это такое? Но обычно, когда есть какие-то праздники, вот там Memorial Day, день, ну так сказать... Повиновение Повиновение. Всех военнослужащих США, которые участвовали во всех войнах США. Да. Потом 4 июля, День независимости. То есть вот все вот эти вот большие такие праздники, которые как бы связаны с историей, они всегда... А сейчас же нет вроде никакого. До Дня повиновения Ну сейчас еще вот, 9 дней. сейчас будет какой-то праздник. Я уже там это... И вот люди так выставляют. Да. Я слышал, что вообще в Техасе очень много флагов. Да. Ну, это прям даже более принято, чем в других местах. Вот, например, в Изабелкиной школе, которую вообще там видно, она близко здесь, каждое утро они начинают с того, что они там, ну, говорят гимн там, Техаса, там все такое, да. Говорят или поют? Ну, по-моему, говорят, да, они. Просто они там, знаешь, у них там даже есть минута молчания, то есть они там вот так вот стоят и вот так вот, знаешь, говорят там все вот эти слова техасские, вот эта вот клятва там. Каждое утро. А почему, ну, это вот именно гимн Техаса нужно вот именно с таким телодвижением Слушай, делать? я даже как-то, да, почему-то вот так вот не стоят. Это стандартная практика для всех детей всех государственных школ. У меня ребенок ходил в школу с углубленным изучением китайского языка, так они гимн Техаса пели на китайском языке. Это зрелище и слух просто вообще ранит, потому что ты не знаешь, что поют твои дети, какому там, повелителю или какой стране они возлагают надежды и веру, но это звучит прикольно. И когда ты как бы с ребенком разговариваешь, он тебе рассказывает, что это, в принципе, гимн Техаса, они знают его на английском и на китайском, но для практики китайского они поют его на китайском. Как ты относишься к тому, что гимн поют? Я хорошо отношусь к этому. Это часть культуры. Здесь все довольно патриотичные, хорошо относятся к своему штату, к своему городу, и это внедряет какую-то заботу о комьюнити, которая здесь вокруг. Потому что все, что мне нравится о Хьюстоне и Техасе, это люди. А люди, они в связке в разных коммунах, общностях, обществах, и мне кажется, это помогает сплочать людей. Это ваш дом? Да. Вы снимаете или это ваш собственный? Это наш собственный. Сколько стоит такой дом? Мы его купили за 1 где-то 600 000. Ну, конечно же, это все постепенно выплачиваю. Что здесь... Это ипотека? А сколько процентов ипотека? По-моему, знаешь, это было 5%, потому что мы прямо успели. Это тоже очень... Ну, а сейчас больше? Сейчас 7 или 8 уже, да. Это же гипсокартоновые стены. Да. Тут все дерево, знаешь. Ну, можно поехать посмотреть, как здесь строят, но это в основном деревянная такая структура. И потом, значит, обкладывают кирпичом снаружи. Сколько может стоить такой дом? Порядка 400 000. 350-400. Еще там огромный додж стоит. Но в целом полицейский может жить так, ну, не воруя. Да, они очень хорошо живут, и у них очень рано пенсия. Мне кажется, они, если 20 лет проработают, они могут уходить на пенсию. Мы вот на прошлых выходных ездили, кстати, на вечеринку по поводу retirement. Это как? Вот он, да, собственно, он выходил. Да, выход на пенсию. И мы ездили к ним в домик на озере. То есть они как бы не только что у них есть вот дом, который они выплатили, они покупили себе загородный домик на озере. Такой красивый. Я прям, можно сказать, я так за вас счастлива. Я, наверное, 90% счастлива, 10% завидую. Ну, может быть, 50-50. Да, но... 50-50 или 90-10? Наверное, 50-50, да. Это они же? Нет, Нет. другая. Но там тоже тоже полицейский? Тоже полицейский. Обычный полицейский. Но он работал там 35 лет. То есть он через 20 лет ушел, он через 35. То есть ему сейчас 60 с хвостиком. Мы приезжали и видели то, что называется Super Church. Супер церковь, и я так понимаю, в Штатах так называют, ну, просто те церкви, в которые ходит больше, здесь появится титр, скольки-то тысяч прихожан каждые выходные. И там церковь просто огромная. Да, это мега-чорч, Lakewood Church. Джоэл Остин и его отец Джон Остин начинал это дело, а потом сын, когда у отца, по-моему, случился инфаркт, какая-то такая там легенда, он решился взяться в пасторство, и, собственно, этот бизнес сильно поднял. Он знаменит великим там каким-то ораторским искусством, и его приятно людям слушать, на его проповеди ходят, его книжки читают, в церковь можно попасть бесплатно, но первый ряд продается. То есть там первый ряд, чтобы быть рядом с ним, стоит по $4000 за место.
Вот здесь появилась фотография, как это выглядит, богослужение. Ну, просто выглядит как концерт. И сама церковь, я так понимаю, она в их собственности сейчас. И он потратил на нее $100 миллионов на просто реконструкцию. Да. И я только читая про него понял, что это же та церковь, где Хьюстон Рокетс проводил в 90-е матчи NBA. Да. И команда та с Алу Джоном в составе, которая против Чикаго Буллс играла, она играла в этом дворце, баскетбол, а теперь там церковь. Слушай, ну это про религию или про церковь вообще? Потому что заработки, которые есть и у него, и у церкви, они, ну, впечатляют. Да, его состояние там за $40 миллионов, и все эти сервисы, то, что онлайн можно смотреть, ну, книги, мерч и все остальное. Ты знаешь, это, опять же, это про общество. Общество связано по-разному, да, и церковь сильно связывает людей здесь. Насколько я понимаю, порядка 70-75% населения считают себя верующими. Техаса. И у тебя есть так называемый Bible Belt. Это самые религиозные штаты США. Самые религиозные штаты США, да. И здесь люди связаны с церковью, они ходят в нее, это культура, они ходят по воскресеньям на службы, в различные другие дни на службы. Мега-чёрч, часть этого, они привлекают... по каким-то статистическим данным 43-45 тысяч человек в неделю, которые физически приезжают туда, паркуются, там, ждут очереди, заходят, отслуживают, смотрят эту службу, да, 1,5 часа и оставляют донейшн в этих коробках, которые передают, и уходят. Но у него еще в проповедях, как я понимаю, много про, ну, такого успешного успеха. То есть это Тони Роббинс от Бога. Своего рода можно его так назвать. Он действительно соединил свои бизнес-знания и свой бизнес-опыт, который у него был до церкви, и вот с этим служением, пасторством, и реально сделал какой-то, ну, с точки зрения нон-профита организации, это как бы отличный бизнес. Вот. То есть, да, он очень много донейшена направляет на локальные коммуны и так далее, но церковь сама по себе богатая, процветает, он состоятельный. По нему видно, да, он 61 год. Он выглядит как 30-летний мальчишка, ну или 40-летний, я не знаю. Здравствуйте, мальчики и девочки, мамы и папы, бабушки и дедушки. Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Денис. Дениска Кораблев. Мой папа Виктор Драгунский написал обо мне и моем друге Мишке Слонове целую книгу. Может быть, читали? Катя, что сейчас происходило? Ну, для нас это был очень долгожданный и дикий день, совершенно сумасшедший. Мы сыграли 2 спектакля в нашем любимом городе Хьюстоне, где мы собрали 2 полных зала, что это редкое событие для нас. Это театр, который вы арендовали, и здесь была постановка на русском языке для русскоязычной аудитории Хьюстона. В Америке редко бывают театры, которые владеют своим помещением. Обычно помещение снимается на мероприятие, и мы тоже любим этот зал, снимаем только на спектакль. И сейчас мы сделали постановку на русском языке. Приходят наши все русскоязычные жители из разных постсоветских стран, и иногда к нам приходят американцы. Вы здесь режиссер, сценарист, продюсер. Да, и помогаю со всем остальным. При этом это не ваша профессия? Это хобби. Моя основная профессия — это я работаю в геологоразведке, нефтяная индустрия, моя родная стихия. То есть в свободное время вы занимаетесь театром? Да. Как и большинство из нас, хобби занимает иногда, может быть, самое главное место в сердце, но ввиду финансовых причин мы работаем днем на каких-то более скучных работах. Это были Денискины рассказы, но там случился апгрейд. Это про то, как они выросли. Да, сегодняшняя постановка, она называется «Денискины рассказы много лет спустя». У меня была некая эгоистическая мысль сделать спектакль для наших детей, для всех детей-иммигрантов, сделать что-то, что объяснить, почему мы, их родители, такие. Очень многие наши дети или американцы смотрят на нас как на динозавров. Я хочу сказать, что я представитель того поколения, который родился в Советском Союзе и даже в школу пошел в Советском Союзе, а потом
Трабапам. Что-то изменилось. Страна поменялась. И рассказы Драгунского, они, конечно, в некотором смысле устарели. И там есть многие штампы времени, некий, я называю это нафталин. То есть пришлось нафталин немножко зачистить, переработать. Но хотелось донести самое любимое, за что любили эти рассказы наши родители, бабушки. И хотелось, чтобы наши дети тоже это полюбили. Андрей, я всегда мечтал, чтобы вот ко мне подключили такое электричество. Да. Андрей, зал славы американского фехтования. Да. Вы из Питера эмигрировали сначала в Израиль, а потом из Израиля в Штаты и стали тренировать здесь, в том числе сборную США. Все так, да. Сейчас вы владелец очень большого фехтовального центра, где и дети занимаются, и сборная США в том числе проводит сборы и готовятся к... И взрослые, и 80-летние, и 70-летние, от 5 до 70 лет у нас здесь. Да. Мы пришли к вам, чтобы поговорить про Техас, про то, как здесь живется, ну и, собственно, увидеть ваше ремесло. Я очень попросился. Это не тот случай, что я всегда стремлюсь попробовать что-нибудь из спорта из этого, но фехтование мне всегда было интересно. Подключайте. Штаны я уже оценил, очень стильные. Я чувствую себя просто максимально комфортно. Сюда. Просово. Перчатку одеваем. Это идет сюда, сюда. Теперь мы берем в руку шпагу. Она берется, смотри, вот сюда, как бы один палец сверху, остальные все вот отсюда. Вот сюда вставляется шнур. Розетка. Розетка, да. Мы реально сейчас замкнем. Андрей отбежал пока переодеваться. Выглядит и трогается просто как шампур. Вот, смотрите, вот мясцо сюда, вот куриные. Поджать люляшечку и на огонь. Ну вот первое движение, вот мы стоим в стойке. И да, даже с левой покажу, да. И вот простой укол вот такой. Раз, выпрямили руку, укололи, да. Спокойно. Вот попробуй, да. Раз, отлично. Еще раз, да, отлично. Если я пытаюсь убрать клинок, просто надо сделать перевод. Да, перевод вот, смотри, перевод вот сюда, под клинок. Вот попробуйте взять мой, клинок. Раз сюда. Просто, Раз сюда, да? Пацаны, больно, прям. Я был уверен, что они в брониках. А там никаких броников нет. В соревнованиях пластик никто не одевает. Девушки и женщины обязаны одевать верх. Да. Так, мужики, то есть... Мужики optional. Могут одевать, могут нет. Олимпийские чемпионы становятся с пластиком? Нет. Нет. Те, кто фехтует на международных соревнованиях, пластик не одевает. Но это как западло. Это как бы как, ну ты как бы какой-то слабак. Ready? Fence. О, хорошо. Был. Вот инстинктивно я пытаюсь закрывать, да. Да, рукой это нельзя, да. Так, 4-1. Так, решающий. Теперь, нет, что делается после? Назад. Теперь, да, снимаем маску, да, и жмем руку. Левой, да? Блин, очень азартно, я не дефектовал. Можно еще до 5? Конечно, да. Да, вот так. Вот, сейчас хорошо, правильно, да. Вот, ну сюда колоть надо. Да, хорошо. В укол, да, ну почти там. Почти, да, вот двойной укол. Окей, и теперь решаешь. Не, отлично, нагрузка. Да, еще надо учитывать, что здесь процентов на 20-30 меньше кислорода под маской. Да. Но мне казалось каким-то странным всегда это увлечение у людей, которые пришли в фехтование не потому, что родители в трудовые резервы вытолкали, а когда вот люди увлекаются этим взрослыми. Да, ну, оказывается, что это... Когда у них много тактики, как обмануть противника, как сделать вода, как защищаться, как контратаковать или атаковать. Здесь много тактики, поэтому часто фехтование называют физические шахматы. Спасибо большое. Это супер опыт. Да. Супер опыт. И даже сжать левой рукой можно привыкнуть. Главную роль играет Максим.
Да, Максим Николаев. Да, Максим не живет в Хьюстоне больше. Больше нет. Он специально из Лондона прилетел сюда. Он прилетал каждые 2 недели примерно. Прилетал. Чтобы репетировать? Он работает по удаленке и также здесь. Он немножко сейчас человек мира, то есть у него много остановок, командировки, и очень хорошо совпало с графиком. То есть обычно мы подгадывали под его приезд и под приезд других актеров. Он прилетает, с утра бежит на работу, отрабатывает весь день. Вечером, в этот же день, с чемоданом еще из самолета, мы начинаем репетировать. Посмотри, какой дождь. Просто как будто в Азии. Америка. Да, делать нечего. Да. Что здесь непогода? И она бывает, да? Она бывает, как видите, да. Сегодня у нас шторм, нас предупреждали давно об этом, вот это случилось. Вот свет появился. А вы жили здесь, когда был вот этот ураган разрушительный? Да, но было несколько. Был Айк, был Катрина. Катрина? Харви? Харви, да. Харви был, да. А у вас что-то пострадало в это время? Да, но это как бы и плохая новость, и хорошая. Нас затопило полностью дом. Нам пришлось уйти там на 6 месяцев из дома, потому что он был под водой. Но страховка, столько было страховки, столько денег дали местные власти и федеральные власти, что мы починили весь дом, переделали крышу, потолки, поставили все новые. Еще хватило денег на клуб. А можно в цифрах, если примерно? Вот смотрите, сколько дало государство, сколько дало... Нет, сколько дало государство? Потому что примерно где-то 80-100 тысяч долларов на ремонт. И этого хватило для того, чтобы все переделать? Да, но не просто, он же не полностью был под водой. Примерно 1 фут, но это как примерно 20 сантиметров, наверное, было под водой. Пол, то есть пришлось переделывать стены, пол, ну там мебель выкинули какую-то, купили новую, но в принципе тех денег, которые нам дали, полностью окупило, еще осталось. Но здесь так бывает. Как бы, здесь очень часто бывает даже перепады такой температуры. То есть, допустим, 10 градусов тепла, было, скажем, 30, вдруг раз 10. В один день? В один день. Ну, потому что с океана приходит вот такой шторм. Но дожди обычно идут вот так вот, полчаса, 40 минут. Ну, за исключением вот этих вот тайфунов, которые были, ну, за последние 20 лет, 24, как я здесь живу, но 3 раза это было. Такие серьезные дожди, которые продолжались более суток, весь город был затоплен. Но трудно поверить, что, скажем, вот такое здание, ну не это здание, но вот такое здание было полностью под водой. Полностью под водой. Но меня, видите, поразило, как вы сказали, что как власть поддерживает людей, которых топят. Да, ну конечно, есть очень много всяких фондов. То есть, во-первых, во-первых, есть страховка. Не, это да. Ну, плюс есть, допустим, нам в какой-то момент уже, мы не знали, нам звонят там из разных организаций. Нам звонили и предлагали, говорят, вот вам нужен холодильник, нужен ли вам там еще что-то. Благотворительность. Да, вот столько-то денег есть у нас там 5 или 6 тысяч, да, вот вы возьмете, ну что надо сказать? Ну да, возьмем. Как бы, вот. А так, то есть, как минимум, я думаю, у нас было где-то 4-5 источников разных, откуда нам предлагали разные фонды, деньги, чтобы... мало того, что меня поразило, у меня даже, я на видео это снял, люди просто ходили, волонтеры по нашему neighborhood, вот, и просто говорят, ребята, вам стены надо снимать? И вот просто приходил, там у нас было 5 человек, просто людей, которых мы никогда не видели. Они пришли с пилами, с молотками, порезали стены. Ну, я имею в виду, что стена, они же гипсокартоновые внутри. И ее надо обрезать, когда затапливает, надо хотя бы вот там пару метров снизу отрезать, чтобы плесень открыть, чтобы плесень не образовывалась. И вот люди ходили по домам, да, они ходили по домам, обрезали стены, выносили мебель, чистили там, мыли и так далее. Просто вот так, привет, 2 часа отработали, пошли в следующий дом.
Просто так на пустом месте. Но благотворительность, она достаточно развита в Америке. И тем более, ну что значит Америка? Я хотел об этом сказать, что, ну это как сравнивать, вот был там бывший Советский Союз, да? Ну нельзя же говорить одинаково про, скажем, Грузию и Эстонию, да, это две разные страны. Но то же самое здесь, скажем, Техас, Нью-Йорк, Калифорния, Норт-Дакота, это абсолютно разные, как разные страны. Ну да, говорят люди на английском, но даже разный акцент, разное произношение слов и разные люди. На юге здесь как бы народ более душевный, да, ну как, наверное, везде в мире, и как бы более такой открытый, более, скажем, в Нью-Йорке такой более злой, там тебя послать могут, там и... Ну, динамика немножко другая. Восточное побережье, например, они очень более снобистский народ. Не всегда, особенно в наших диаспорах, это заметно, не всегда люди хотят помогать друг другу. Когда я приехала сюда, в Хьюстон, я с мужем приехала сюда уже 20 лет назад, мы выехали из Канады. Жили в Канаде до этого 3 года. Чудесный климат, но обстановка желает лучшего. Сюда приехали, была дикая жара, то есть погода абсолютно мерзкая, но очень доброжелательный народ. Есть ощущение, что люди любят то, что они делают. Они гордятся, неважно, гордятся собакой, гордятся своей работой. Чем богаты, тем и рады. У них нету вот ощущения такого, что им чего-то не хватает. И мне кажется, они поэтому готовы помогать другим. И русская диаспора здесь тоже очень дружелюбная. Это ваше? Вот это все, да. Фехтованием столько не заработать? С фехтованием я столько заработал. А как это было? Я начинал вообще ездил по домам. Вот представляете, Техас, дом. Там в салон заходишь или вот на драйввей, там, да, где машины паркуются. Я там давал уроки. Потом пошел слух, там каждый, туда стали пристегиваться. У меня было 5 точек по Хьюстону. И в каждой точке у меня образовалось там по 4-5 человек. Они платили кэш. То есть таким образом у меня было что-то на хлеб. У меня была такая ситуация, когда... Это настоящая история. Когда у меня не было совсем денег, я покупал муку, воровал где-то кетчуп в Jack in the Box, да, там делал спагетти, поливал их и ел, потому что просто не было денег, надо было как-то survive. Я давал эти уроки. Потом, когда уже народ собрался, родители, они говорят, слушай, ну надо парню помочь, да, там страдает туда-сюда. Люди отзывчивые. И сняли небольшое помещение, такая йога-рум для йоги. Там буквально помещалось 2 или 3 дорожки. Но это было начало. Там я год пробыл. Ну, так как я работаю все время, как бы больше клиентов. Потом мы сняли такое съемное помещение, мы сняли где-то 4000 square feet, такое достаточно большое, но все равно маленькое еще, да. И очень было, опять же, мы его сняли, не имея даже представления, как мы его будем оплачивать. Я помню, когда Наташа, моя жена, пришла с 2 детьми, я говорю, слушай, у нас прорыв, у нас теперь будет свой клуб. И вот, значит, она приходит с 2 детьми, смотрит, там потолка нету, так все разрушено, какие-то это самое. Она так встала и заплакала. И дети заплакали. Говорит, это что, наш новый бизнес? Я говорю, ну, надо начинать, да, что делать? Там мы пробыли там несколько лет, потом клиентов все стало больше и больше. Потом мы, наконец-то, собрали такой совет, как директоров клуба, как бы, чтобы говорить, давайте надо покупать. И вот мы купили не это, а там небольшое помещение, и люди помогли. Не поверите, нам где-то безвозмездно или под какой-то низкий очень процент где-то дали на развитие где-то примерно $200 000. Вот просто дали, что вот давай, развивайся. Потому что так родители фехтовальщиков, да. И они, и все, и нам это хватило, ну, конечно, не на все здание, оно стоило гораздо больше, но нужно было положить как бы взнос, да, в банк, чтобы... Плюс банк, естественно, я там гол как сокол, никто денег не дает, да. Там нашли каких-то людей в совете директоров, писали ночами, недели, наверное, 4 мы писали бизнес-планы с какими-то очень знающими людьми, сидели до 4-5 утра, вот они с нами сидели у нас дома, наконец-то убедили банк, что надо дать денег, что все будет хорошо. Дали денег, построили клуб, такой ангар был, совсем в неплохом, нехорошем районе. Мы его купили что-то за 500, там что-то 50 тысяч, а мне говорит один из наших real estate агентов, он говорит, знаешь, давай попробуем, я думаю, что оно где-то под 1 000 000 может стоить, и можно что-то как бы разницу взять и переехать в новое помещение. Мы поставили цену, на следующий день там буквально 15 человек у нас сидело в очереди, мы выбрали 3,
И пришел чувак, там первый сказал, слушай, вот давай, 1 200 000 я даю, продавайте. Мы такие, окей, пожали руки, все. Просто такое помещение стоит несколько миллионов долларов, да. Это очень хорошее... Дело не в помещении, а в земле. Да, стоимость земли и район, да. Здесь хорошие школы вокруг, здесь Сити-центр, один из главных таких развлекательных мест в Хьюстоне. Прямо вот 2 минуты через дорогу. Видите, сколько много новых домов понастроили. Но был взнос уже гораздо больше. Плюс у нас есть кредитная история, что мы платежеспособны. Плюс это был тот же банк. Ну и все. И, короче, опять же я собрал собрание. Теперь у нас уже больше народу, больше денег сдали. И люди просто приходили, сдавали денег, для детей, говорят, давайте, вот деньги, я хочу, чтобы вы там купили. Кто-то 3000 принес, кто-то 5, кто-то 10. Безвозвратные деньги? Безвозвратные. Это прям, ну, донейшн в... Да, чтобы построили, говорят, я хочу, чтобы вы построили там какие-то там скамейки, там, или там построили, вот поставили там везде эти фонтаны для воды, да. Но это все очень... огромных денег стоит. Сумасшедших. Да. Один кондиционер. Здесь у нас 12 кондиционеров. И сколько они стоят? Ну, каждый кондиционер, вот 8 из них, вот большие, там видно, они на крыше стоят. Каждый, ну, все 8 кондиционеров мы что-то заплатили где-то 85 000. Только за, то есть по 10 000 за один кондиционер, за установкой. Плюс еще там 4, еще 20. То есть 100 000 только на кондиционеры ушли. Потом, то есть нам надо было очень много денег для того, чтобы все это поднять. И люди сдавали эти деньги, потому что, ну, есть уже имя, есть, они как бы хотят, но это принято здесь. Это не то, что это что-то из ряда вон выходящее, потому что это такой же, как вот многие другие. Просто они верят в то, что это важно для их детей. Правда ли, что здесь все с пушками? Правда. Когда ты здесь жил, у тебя была пушка? Была. А зачем? Ну, это часть культурного кода здесь, с одной стороны. С другой стороны, если помнишь, Black Lives Matter движение, то есть когда начались восстания и протесты и так далее, они начались здесь, в Хьюстоне, что же. Основной бунт и основной риск того, что это могло перелиться в какой-то больше, чем протесты, но еще и нападения там, на какие-то площади, грабежи, лутинг и так далее, был такой риск. Да? И вот в тот момент все запасались дополнительным оружием, у кого уже было оружие. Ну и мне пришлось ради собственной безопасности тоже купить пистолет. А что ты с ним сделал, когда уезжал отсюда в Англию? Продал. А это как на Авито местном делается? Это не... Ну, ты можешь продать лично, но я просто пошел в gun range, это где ты можешь пострелять и так далее. Они также продают оружие и также принимают... Как автосалон просто на... Да. Здесь больше стволов, чем население. В каждом этом доме есть. И, скажем, преступность, вот когда была эта знаменитая, ну, Black Lives Matter, когда Флойд, он же отсюда, из Хьюстона, если вы не знали, да, и его хоронили здесь. Да, и мы граффити снимались. Да, и единственное место, где не было никаких беспорядков и волнений, это было здесь. То есть все прошло мирно, цивильно, без всяких инцидентов. Потому что, как бы, Техас, я не говорю, что это хорошо, я говорю, что Техас известен тем, что как бы люди долго не церемонятся. Скажем, поэтому здесь вот, если вы едете на дорогах, обычно не бибикают, потому что ты не знаешь, из машины может выйти чувак с каким-нибудь стволом и сказать, что ты бибикаешь, и тебе прострелить шину. Но опять же, это экстрим, такого не бывает каждый день. Но слухи ходят, да, люди понимают, что как бы народ здесь такой... У меня есть хороший друг, который когда-то был там свободным парнем, встречался с большим количеством женщин, и вот он, значит, выбрал себе кандидатуру на серьезные отношения. И в какой-то момент они съехались. У него было много оружия, он об этом всегда хвастался, он всегда ходил стрелять в какие-то ган-рейнджи. Это была его вещь. И тут, значит, он съехался с этой девушкой и очень счастливо рассказывал, как они сходятся во всех интересах, и в том числе по оружию. И когда они съехались, как бы история была в том, что, он говорит, у меня было там типа 10 стволов, она привезла еще 12. И он жил у него была одна спальня. Не дом. Не дом, это он жил в квартире. У него была одна спальня, ну как бы здесь спальня считается, гостиная отдельно. И вот этих 22 ствола были везде. И я его спросил, как бы, а где ты это все держишь? Он такой, ну, как бы, у нее под подушкой, у меня под подушкой, под матрасами на антресоле, там, в бачке унитаза, где-то там в прихожей, где-то там в гостиной. То есть он был готов на
на внедрение там, или врыв каких-то бандитов в дом с любой точки зрения. Там, через стену туалета пройдут, у него есть как бы запас справа. Да? Проломятся через пол, да, у него там на крыше где-то. То есть, ну, это, конечно же, перебор, но такие люди есть, они свое оружие любят. Если ты будешь общаться в кругу техасцев, которые здесь выросли много поколений, это традиция, которая передается из поколения в поколение. Детей учат стрелять, берут на охоту в раннем возрасте. Скольких лет? Ну, из моего круга, то, что я видел самое ранее, 6 лет. То есть в 6 лет детей могут забрать отцы, показать, что такое охота, могут дать пострелять, учат стрелять из винтовки, под присмотром и так далее, и так далее. То есть это огромная культура здесь, которая, ну, не то, что в городе Хьюстоне, но вот те люди, которые живут, что называется, за городом, в сельской чуть-чуть местности, для них это вообще не проблема. Роб, вы большой фанат оружия. Я американец, а по Конституции у нас есть право носить оружие. Как вы видите, у меня довольно много оружия, но это не сравнится с большинством домов в Техасе. Я серьезно отношусь к своим правам. Я бы не хотел, чтобы кто-то пришел и сказал, вам больше нельзя иметь оружие. Посмотрите, что произошло в Венесуэле, когда они так сделали. Диктатор захватил власть и ввел все эти законы. Теперь люди голодают. Многие похудели на 15-20 килограммов, потому что они даже не могут заработать достаточно денег, чтобы свести концы с концами. Некоторые из них приезжают сюда. Это просто ужасно. Но здесь, в этой стране, у нас есть право носить оружие. Никто не может забрать его у нас. Роб, мой друг, также продюсер. Мы работаем над фильмами вместе. Человек ушел на пенсию в 50, перезапустил свою жизнь. Ты рассказывал, что он большой поклонник оружия? Да. И готов нам его показать. Здесь у нас AR-14. AR значит, что ее произвела компания Armalite. Она автоматическая или полуавтоматическая? Полуавтоматическая. В Америке не разрешено владеть автоматическим оружием, только полуавтоматическим. Разница в том, что в случае автоматического ты удерживаешь курок, и в полуавтоматическом нужно нажимать на курок при каждом выстреле. Ну, то есть быстро, но не так быстро, как Калашников, да? Правильно. Итак, это AR-14. Она стреляет калибром 5,56. Вот это патрон, а это пуля. Это 22-я винтовка. Ее используют для охоты на кроликов, на белок, не для большой игры. Ты не пойдешь стрелять львов с такой. Кто-то охотится на белок? Да, белки хороши. Пуля примерно такого размера, а патрон вот такой. А это дробовик. Классическое оружие для дома. Просто прицелься, нажми на курок. Все, что перед вами, будет разбросано. Разбросано. Да, это определенно та вещь, которая поможет выжить. Если кто-то ворвался в дом, стандартный звук, который он услышит. Слышите это? В Америке знают, что это дробовик. Они убегут. Они не хотят, чтобы их подстрелили. Вау. Вот это лучший способ, как использовать оружие. Да, безусловно. Без стрельбы. Это снаряд. В нем 20 маленьких шариков, которые разлетаются. Понятно? В зависимости от того, насколько близко вы находитесь к оружию, если вы стоите там, где стоите, он оставит вот такую дыру при входе в тело. И вот такую дыру при выходе. Это удержит вас от того, чтобы снова зайти в мой дом. Очень дружелюбно. Это H&K-45. Это пуля для H&K-45. То, что вы видите, пуля с полым наконечником. Когда она попадет в вас, головка пули расширяется и может пробить кость, вырвать жизненно важный орган или что-то еще. У нее большая останавливающая способность. Если я попаду вам в руку, пуля, вероятно, оторвет руку. Это мой стандартный вариант. Обычно я хожу с ним, если беру с собой много снаряжения.
Это тоже пуля с полым наконечником. Она разрывает. Пуля разорвет все, что находится на ее пути. Но она не вырвется из вашего тела, что хорошо, если кто-то стоит позади вас. Все это оружие разрешено в этой стране. Кстати, вот бронежилет, если вы хотите померить. Его надевают на себя. Возьмите его и оцените, какой он тяжелый. Всего одна пластина, но она останавливает пули. Ну это прямо для сражения, да? Для тела. Нет, я имею в виду для перестрелки. Откуда у вас время, чтобы надеть его, если что-то произойдет? Если я буду в своей спальне и услышу, что кто-то вламывается, я надену его, возьму свой 45-й и пойду. Сначала вы его наденете, и только потом пойдете, да? Да. Я бы не высовывался, пока не в нем. Я думал, что первая реакция — это просто выйти с оружием. Нет, у меня есть первая линия обороны. Это моя собака. Если вы заходите внутрь, то это как в отеле «Калифорния». Вы можете зачекиниться, но не можете выселиться. Здесь же есть закон «Дом-крепость», или как-то так он называется? Ну, мой дом, моя крепость. Да. Вот это имеется в виду, да? Ну, правда, он везде в Штатах, по-моему, что если ты... тебя могут застрелить, если ты без спроса... Ну, как бы да, это красиво звучит, но на самом деле вам понадобится я думаю, $100, чтобы себя защитить. Да, есть такой закон, что если вы зашли в мой дом, и я вас не знаю, я могу вас застрелить. Если вор забрался, я могу вас застрелить. Даже если в машину вот залез мне туда, да, там, это частная собственность, раз там отстрелил. Да. Там, а 100 тысяч на адвоката? На адвоката. Чтобы он доказал, что это был... Да, потому что будет иск, будет судение. То есть лучше этого не делать. И такое бывает достаточно редко. То есть я не слышал за последнее время, прям там в новостях или где-то, что кто-то забрался в дом и кого-то отстрелил. Но я думаю, что этого не происходит, потому что все понимают, что в каждом доме есть оружие. Здесь больше даже преступности в апартментах, потому что там живут какие-то там одиночки, молодые люди, но в домах у всех есть оружие. Поэтому, наверное, из-за этого люди туда не заходят. Мы были в торговом центре, там большой список того, с чем нельзя. Нельзя с пушками. Получается, что, мол, это самое опасное или безопасное место? Скорее, безопасное. Что случилось в Техасе по-моему, в прошлом году? Техас разрешил свободное ношение оружия. То есть, если до этого надо было получать лицензию на ношение, то есть ты проходишь специальные курсы, обучение, стрельбе... Тесты здоровья? Никаких там тестов здоровья нету, да. Там просто обучение. Это там, я не знаю, 3 часа, 4 часа. Это было очень как-то просто. И ты получаешь лицензию. У меня есть лицензия. В прошлом году они это отменили. То есть теперь ты можешь спокойно в кобуре, то есть не просто достать ствол, а в кобуре носить это оружие с собой. Подожди, и не нужна лицензия? Я иду в магазин, покупаю? Мы сейчас можем пойти с тобой в Walmart, купить пушку, я повешу ее себе на пояс, и мы будем ходить. Исключения составляют. Мы не можем с этим заходить в правительственные учреждения, школы и учреждения, которые имеют вот эту вот вывеску на входе. Тогда тебе надо свой ствол оставить в безопасном месте. То есть это все как бы вроде как свободно, но с другой стороны, если ты оставляешь это в машине, это должно быть там в сейфе, чтобы никто не мог украсть и так далее. Потому что если это украдут или где-то этот ствол будет использоваться, тогда на тебе уголовная ответственность. То есть даже если ты не совершал и доказываешь, что не совершал, все равно ответственность за халатность? Халатность, да. Я приехал в своей тачке в торговый центр «Галерея». Где я оставляю? Есть специальные сейфы для машины. Они удобно там как-то вставляются, да, в зависимости от модели твоей машины. Обычно это рядом с твоей правой ногой. С этой стороны есть сейф, который может быть работать на отпечаток, либо код, как тебе удобно. И ствол может лежать там безопасно. Поэтому, когда тебя останавливают полицейские, первое движение — это руки на руль, чтобы полицейский, который подходит с этой стороны, он видел твои руки, и ты не посмел достать себе там свое оружие. Знаешь, я и так сидею, не знаю из-за чего, но мне кажется, тот уровень напряжения, при котором бы я здесь жил, он бы просто сделал меня белым, как снег, просто за несколько месяцев жизни здесь. Да нет, да ты что? Жесть!
Он уже заряжен. Очень хорошо. Куда стрелять? В правую или левую? В правую. Правую. Да, в соседнюю. На курок? Да. Прицелься. Мушка должна быть посередине. Выровняйте ее. Можно? Да. Ебать. Хорошая работа. Да. Медленно, приготовьтесь, вдохните, выдохните и нажимайте. Расслабьтесь, вдохните, выдохните и нажимайте. Да, классно. Классно. Хорошая работа. Честно? Это как засасывает. То есть сначала страшно первого выстрела, а потом очень интересно. Я сказал, что это страшно в начале, но дальше все интереснее и интереснее. Это как секс. Ну, честно говоря, секс мне был интересен с самого начала. So how can you comment my result for the newcomer? This is my target, yeah. Вы в основном попадали в пределы круга. Если бы это была грудь, вы попадали бы прямо в грудь. Так что у вас была бы возможность сбить кого-то с ног. Смертельно. Смертельно. Удачи. Вся эта группа смертельная. А это сердце, да? Эта группа, да. Я не храню мишени, я уничтожаю их. Если я пойду в суд, я не хочу. Пойдете куда? В суд. Я не хочу, чтобы кто-то знал, как я стреляю. А, не хотите, чтобы кто-то знал ваш стиль стрельбы? Да. Вау. У вас есть оружие? У меня нет оружия, мне не нужно оружие. Я считаю, что для меня это больше риск. У нас в доме нету ценных вещей, но у нас есть замечательные соседи. Мы когда только заселились, познакомились, у нас было 2 прекрасных соседки-пенсионерки. Они нам сразу сказали: вы не волнуйтесь, мы дома все время, и если что, у нас дома стволы, и стрелять умеем. И потом я поняла, кстати, что именно бабушки божьи одуванчики, пожалуй, это главные кандидаты, которые обзаводятся оружием. Все-таки молодые брутальные ребята обычно чувствуют, что они могут обойтись без этого. Опять же, я не говорю о том, хорошо это или плохо. На мой взгляд, это мое личное мнение, что имение оружия в доме, оно предохраняет от преступности. Это мое мнение. Фантастика. Ну, просто по той простой причине, что, смотрите, говорят, давайте вот введем закон, заберем оружие. Ну, заберет, но вы же знаете, как это бывает всегда. Те, кто не должен иметь преступники, они его все равно купят на черном рынке. Только я теперь не смогу защищать свой дом. Ну, мне никогда не приходилось защищать свой дом. А это Магнум, да? Я специально это Магнум, да. Это такой же пистолет, который обычно у FBI. Смотрите, я сам не строг, я даже охотиться не могу, я не могу убивать животных. Да. Как бы у меня есть друзья, которые охотятся, я с ними езжу на охоту, но в основном для того, чтобы как бы поддержать, приготовить там какую-то еду, да, ну так, чтобы... Держите. А да. Сколько такой стоит? Этот стоит, наверное, где-то долларов, когда мы покупали, я покупал где-то 600-650. Сколько это стоит? Несколько тысяч? Да. И оптический прицел даже? Да, и оптический. Ну, это я просто в тир, когда хожу, интересно, я достаточно хорошо стреляю, поэтому нужен оптический прицел, да. А стрельба — это здесь увлечение пришло у вас? Или вы до этого тоже? Ну, я не могу сказать, что это увлечение, просто, во-первых, нет времени, во-вторых, как бы, ну, это прикольно, да, как бы это настоящее, да, там, оружие, ты понимаешь, что, то есть немножко адреналин другой. Но одно дело из мелкашки или из каких-то там где-то стрелять в тире, а другое дело, вот настоящее боевое оружие, там, садишься, тем более, опять же, я очень мирный человек, я вообще не военный, я пытался все время от армии уйти, что в Советском Союзе, и мне это удалось, что в Израиле, вот. Ради спортивного интереса, вот прийти в тир, там, поставить мишень, посмотреть, сколько ты попадешь, да. Юрий, здесь такие же правила, как и для любого оружия. Оно не заряжено. Я люблю это. Это звук свободы, братья. Звук чего? Свободы. Когда вы посмотрите в прицел,
вы увидите красную точку. Свет. Очень маленькую точку. Я вижу ее прямо здесь. Вы наводите ее на цель, куда хотите попасть. Вдохните. Выдохните. Все окей. Все окей. Я, кажется, привыкаю. Выдохните. И... Окей? Это прикладывается так. Ёба! На самом деле неплохо. Вот ваша. Вау. Вау, вы супер стрелок. Вау. Нормально. У вас есть оружие? Нет. А может ли учитель приходить на урок с оружием? Ну, я хочу сказать, что нет, потому что вот в тех школах, в которых я работала в 4 разных школах. Такого у нас не было. Больше скажу. В последней школе, которая одна из самых тяжелых, в которых я работала, там все, кто ученики приходили, мы их проверяли вот этим специальным... Металлоискателем, да, металлоискателем, которые как вот в аэропортах и так далее, чтобы они тоже ничего не могли принести. А есть ли протокол поведения на случай шутинга? Да. И сейчас они, мне кажется, стали сильнее последние 5 лет, потому что, к сожалению, шутингов было больше. Вот. То есть, когда я работала, последний раз я работала в школе и там на год вернулась, это было лет 7 назад. Тогда просто там были локдаун, то есть закрываешь дверь и там в уголочек прячешься. Но сейчас, мне кажется, они стали более, как бы, такие серьезные. И каждая дверь надежно запирается изнутри? Да. Есть ли у вас оружие? Нет. Ну, я, видите, недавно еще в Техасе. Всего 20 лет. Как свободное ношение оружия воспринимаете вы? Ну, мне эта идея не кажется хорошей, правильной. Мне кажется, если надо носить оружие, то пусть оно будет у полиции. Я доверяю полиции. А люди вроде меня не должны носить с собой оружие. Это мое личное мнение. А вот если сейчас к вам бы залез чувак в гараж, и у вас было бы оружие, как бы... Ой, не знаю, я не могу себе представить, что я в кого-то стрельну. Но если за спиной у тебя дети, то я думаю, что на адреналине и чисто инстинкт самосохранения заставит это сделать. Если кто-то будет вот прямо там... Нет, ну если он просто пытается стянуть, то есть если он безоружен. Нет. Или ты не можешь знать. Если он пытается что-то стянуть, я думаю, опять же, я не знаю, как это будет в стрессовой ситуации, но я выстрелю в воздух, я там еще что-то сделаю. Но, конечно, на поражение стрелять не буду. Ну как это убить человека? Зачем? У меня оружия дома нет. Да. Привыкал ли ты какое-то время к тому, что здесь с ним ходят почти все? Наверное, то, что ты принимаешь, вот ты ныряешь куда-то, да, в новую среду, вот, и ты привыкаешь там к еде, к каким-то там понятиям, к людям, и ты к этому ко всему привыкаешь. Нельзя сказать, что мне это было некомфортно. Ну, забавно, ты приезжаешь там в офис, например, Shell, я работал в Shell, и там большой знак на воротах, что, типа, с собой оружие брать нельзя. И, соответственно, ты как русский человек начинаешь об этом шутить, что, ну, вот жаль, нельзя прийти на встречу с клиентом с пистолетом, поговорить по бизнесу, по-серьезному. Вот. Но так нельзя сказать, что мне создает какой-то дискомфорт. Вот, для меня это скорее там спорт, там, походить, там, пострелять, там, например, там, с Робом или еще с кем-то там, из чего угодно, это прекрасный способ там спустить стресс. Ну а так, все-таки у нас дети. Мне кажется, что иметь оружие дома — это небезопасно. Мы в торговом центре видели, что для военных скидки. Для ветеранов. Да, это прям социальный лифт. Огромный. Огромный. Для многих ребят, которые живут, растут в неблагополучных семьях, у которых нет достатка или которые ходят в неблагополучные школы, армия является вот этим социальным лифтом. Потому что после армии у тебя есть возможность поступить в университеты на государственном, с большим достатком, дотации от университета, от штата. У тебя есть возможность получать огромные скидки на страховки, на покупки, на mortgage interest rate, то есть ставки на ипотеку и так далее. Очень много преимуществ. Быть военным, быть ветераном. Ну, плюс социально это реально огромное уважение. Я не знаю, встречали вы или нет, но очень типично в
играх, например, когда происходит там футбольная игра, хоккейная игра, неважно, один из важных элементов, они чтят ветеранов. То есть после гимна обычно говорят, у нас присутствуют служащие, служивые, ветераны, они встают, и весь стадион встает и их почитает. То же самое в самолетах. Ты когда летишь, если летит какой-то военный, и он сидит в хвосте самолета, потому что ему наверняка купили самый дешевый билет, чтобы он поехал там домой, капитан корабля всегда просит весь самолет сидеть, пока не выйдут военные. И что интересно, весь самолет сидит и ждут, когда выйдет военный, прежде чем встать и начать собирать свои вещи. Но очень милитаризировано. Ну, оно не очень милитаризировано, но те, которые выбрали этот путь и которые отдали там свой долг стране и готовы в свое время вырваться, сорваться и пойти защищать Америку, они получают уважение, нету никакого презрения, и получают вот такие какие-то финансовые бенефиты тоже. Ну, те, кто скажет, а разве они защищают? Кто нападал на Америку за последнее время? Ну, давно никто не нападал на Америку, все верно. Но при этом им всегда есть где воевать. Согласен. В Америке есть свои интересы, как у многих других стран. Как ты к этому относишься? Это смешанные чувства. Потому что есть вещи, которые, я считаю, не стоило делать, есть вещи, которые стоило делать. То есть можно взять конкретные там, конфликты и посмотреть. Ну, например, не стоило уходить из Афганистана. Да, Уходить? Да. Почему? Ну, и почему? Ну, потому что, прости, не из Афганистана, что я сказал, из Ирака, да. Когда они уходили из Ирака, менялось правительство, да, совершались преступления и так далее, и так далее. То есть, как бы, когда Америка пришла и устроила какую-то правдивую кампанию, которую я не поддерживаю, к примеру, но оставили свои воинские формирования, создали какое-то правительство подконтрольное, и когда они уходят с этих территорий, очень быстро оставляют плохую, как бы, свободу для действий совершенно для любых групп, которые захватывают власть и все переворачивают, и мирное население, которое хоть как-то привыкло жить под каким-то контролем, под каким-то правилом, приходится страдать, да. А стоило ли заходить в Ирак? Я думаю, что не стоило. Ну да. Но в целом, глядя на то, как чествуют здесь военных, и в том числе тех, которые участвовали в войнах, которые, ну, большая часть мира, может быть, абсолютно большая часть мира считает неправильными, как, например, война в Ираке, ты, в общем, понимаешь, что в России то же самое, по сути, делают. Это то же самое, что в России сейчас с участниками СВО. Я думаю, параллель провести можно, да. Я думаю, что параллель провести можно. Единственная разница, конечно, ты не видишь этого кринжа, когда высвобождают злоядных преступников, педофилов, убийц и так далее, оправдывают, снимают с них уголовные преступления, приглашают в школы читать лекции и так далее. То есть это, ну, как бы здесь такого ты не увидишь. За все $27? Да. Это дешевле, чем, я не знаю что, чем омлет на завтрак в Америке. Вы можете подстрелить свой завтрак дешевле, чем купить его. Важнейшее место для понимания Техаса — заправка Buc-ee's. Это техасская сеть, которая известна своими размерами. Вот на этой заправке 120 колонок, то есть 120 автомобилей могут заправиться одновременно. Ну а магазин при заправке — это просто полноценный гипермаркет. Юрец, добро пожаловать в Техас. Я просто не буду делать вид, что ой, что это? Я увидел это до съемки. Да. Это вот примерно как ковбойскую шляпу подарить, я правильно понимаю? Примерно. Я никогда не знал. Вот номера они также тоненько выглядят? Да. Серьезно? Они выглядят так же, да. То есть материал очень похожий. Так, смотри, но по-русски нельзя было бы, да? Да, конечно, по-русски нельзя. Использовать только латиница. Можно использовать только хорошие слова, никакой там шифровки матерных слов, российских слов, националистических, еще что-то нельзя. Они это все проверяют. Штат одинокой звезды. Да. Ты знаешь, техасцы себя сами определяют. Они никогда не говорят, если ты встретишь человека из Техаса за рубежом, они никогда не скажут, что они американцы. I'm from Texas.
I'm not an American. I'm from Texas. Техас очень самодостаточный, благоприятный штат, много бизнесов, высокий жизненный уровень, один из оплотов консерваторов. И как бы все нововведения... республиканцев, да. И как бы все эти нововведения, которые администрация Байдена вводит, как бы здесь неприемлемы. Достаточно много ограничений, допустим, на аборты. То есть, допустим, после определенного количества недель официально в клинике аборт сделать нельзя, а в других штатах можно. Ну и много таких вещей, которые вот какие-то противоречат традиционным ценностям, как бы, и в Америке как бы там, в другой, я скажу, да, их все больше и больше. И поэтому Техас, как бы вот, Техас, Флорида борются с этими нововведениями. Как вам живется среди этого? Вот мне бы, например, было тяжело жить в месте, где женщинам нельзя делать аборт. Ну, то есть я считаю это великой несправедливостью и, ну, то есть абсолютным, очень сильным поражением прав женщин. И мне бы было бы прям некомфортно там жить. А вам? Есть прецедент, боятся создать прецедент. Допустим, были разговоры о том, что женщина имеет право, скажем, сделать аборт чуть ли не на 9-м месяце, когда уже вот плод созрел и так далее, что это... И боятся прецедента, что вот если разрешат чуть-чуть, то потом как бы будет следующий прецедент следующий, и поэтому нельзя. Как бы есть очень много выходов из этой ситуации, где можно сделать аборт, да, если человек хочет. Теперь, то есть это не только не в Техасе, ну куда-то там уехать в другой штат. Или я не знаю насчет частных клиник каких-то, можно ли там это делать. Мне в Техасе нравится практически все, особенно в Хьюстоне. То есть нету такого места, где чьи-то права не ущемляются, или есть какая-то красная линия, да, через которую, скажем, нельзя, может быть, переходить, скажем, да, или решить, знаешь, вот это вот слишком для меня, я уезжаю там в другой штат. Ну, смотрите, допустим, в той же Калифорнии, это очень либеральный штат и очень много введений, но люди оттуда уезжают в Техас именно по этой причине. То есть это как бы обоюдное. Я правильно понимаю, что, по сути, сейчас Техас — это пристанище тех, кому, ну, там, в других либеральных штатах стало слишком либерально? Да, ну, смотрите, допустим, абсолютно правильно. Ну, смотрите, вот в Калифорнии, допустим, если ты украл в магазине до $900, то это не считается преступлением. Ну, как можно делать бизнес, когда ты открыл лавочку, да, там, вложил последние деньги, к тебе заходят ребята, все обчистили, ушли, и ты ничего с этим не можешь сделать. Здесь запрещены аборты теперь. Как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому как недоразумение и жду, когда эти законы пересмотрятся. Мне не очень понятно комментарии наших бывшего и нынешнего президента на эту тему. Просто знаю, что в Америке система издержек и противовесов, и обычно, если заходит какая-то дичь, как правило, через год-два она как-то утрясается. Логика в том, что это очень консервативный религиозный штат. Техас считается консервативный штат, но наши мегаполисы в Техасе 4 города-миллионника: Сан-Антонио, Остин, Даллас и Хьюстон. Сразу для справки скажу, в Техасе 30 миллионов населения, и где-то половина, чуть больше половины живет в мегаполисах. Все мегаполисы демократические. Здесь вот такое противостояние. Соответственно, город Хьюстон демократический и не поддерживает эти странные средневековые законы об абортах. Но, насколько я понимаю, в маленьких городах много религиозных людей, и что у них в головах, мне немножко иногда трудно понять. Я верю, что у женщин должно быть право выбирать. Это личный выбор. Не мне об этом. Тебе жить с последствиями аборта. Я верю, что это ребенок, но решать — дело женщины. Я бы предпочел, чтобы она приняла решение с кем-то, от кого у нее ребенок. Я имею в виду, что тут может быть какое-то влияние, но это определенно ее право выбирать. Мой взгляд больше религиозный. Я верю, если вы собираетесь играть с огнем, вы обожжетесь. Это случится. Но я также верю, что в определенных ситуациях, Юрий, если женщина подвергается нападению,
Если ее изнасилуют, она должна иметь право решать. Это ее выбор. Но в целом, если ты просто убиваешь нерожденного ребенка, потому что ты его не хочешь, потому что у тебя была случайная связь и ты облажалась, то за это наступают последствия. Это моя точка зрения. Это ужасно. Это только случилось. В Аризоне там тоже такая же вещь. Я просто знаю, что моя подруга одна, она работает, ну, как бы, она врач, и она сейчас защищала девушку, которая, ей надо было сделать аборт, потому что по каким-то причинам, то есть это связано было со здоровьем. То есть и она прям столкнулась с этим, то есть она там ездила в Остин, с правительством разговаривала. То есть это не просто так она предлагала свои услуги как врач. То есть это ужасно. Мне кажется, ужасно, что как бы каждый человек, мне кажется, все-таки должен решать, что делать со своим телом сам. Это какой-то откат такой назад. То есть я вообще даже не верю, что это происходит. Такая прям какая-то жуть страшная. Одна из вещей, которую можно зацепить на техасских заправках, это вот этот вот pickleback. Здесь много чего делают с солеными огурцами. Например, их жарят и, как выяснилось, делают вот такой напиток. Как я понимаю, это рассол. Это средство борьбы, в том числе с похмельем. Мне сегодня не актуально, что удивительно. Поэтому просто ради искусства делаю дегустацию. Выглядит ужасно, на вкус наверняка тоже, но не попробовать не могу. Реально рассол. Подозреваю, что у меня еще какой-то тонизирующий есть эффект, но, в общем, надеюсь, к отравлениям и изжогам он не приводит. Техас! Стас, ты живешь в Остине 15 лет. Даже больше. Соответственно, ты один из тех, кто застал этот город другим. Да. Ты был здесь до того, как он стал модным, и когда сюда поехали очень многие. Было дело. Когда и почему в Остин поперли люди? Остин — это вообще называется город, куда where the students go to retire, куда студенты приезжают выходить на пенсию. Нет, просто расслабленно жить. Потому что здесь одно из немногих мест в Штатах, где университет находится прямо в черте города. Если ты обратил внимание, Лига Плюща, College Station, они все это пригороды кампусы, больших городов, да, пригород, но не внутри. Да. То есть то, к чему мы привыкли, когда студент живет в городе и тусит, то здесь такое достаточно редко случается. Им там, видимо, больше ничем заниматься, кроме как учиться. И народ сюда поехал, потому что это столица штата, потому что это большой университет, потому что здесь был хай-тек в течение довольно уже долгого времени, где-то 60-х, 70-х. А потом Остин стал страшно модный. Потом здесь появился South by Southwest, потом здесь появился Austin City Limits, и он стал таким страшно модным местом. Чувствуешь ли ты здесь, живя, что сюда народ валит очень активно? Не то чтобы я могу какими-то масштабами мыслить сейчас. В России я жила в очень крошечном городке, 3000 населения. Маленький вот Это такой где? город, Дальний Восток, космодром Восточный. И сейчас в Остине из этого города живет 4 человека. Ну, я думаю, что это показательная статистика, правда? 4 человека, да. 4 человека здесь. Ну, они все после войны уехали? Нет. 3 после войны, 1 до. Ну, это довольно показательно. Как ни странно, их привлекают довольно полярные вещи. Отсутствие бомжей, пробок на дорогах. Ну, так, in general, здесь не сильно много бомжей, правда. Здесь сильно лучше с этим ситуация, чем в других городах США. Семейные бизнесы, довольно хорошая экология, хорошие продукты в связи с этим, огромное количество фермерских маркетов, ну и вот такая движуха. И вместе с этим их привлекает
Apple, который сюда пришел, Tesla, которая сюда пришла, полупроводники, прибежище стартапов. Ну, то есть технологии сюда начали съезжаться, стартапы отсюда, все уже сейчас чуть-чуть, и единороги попрут. То есть абсолютно полярные вещи, и не знаю, как они себе это объясняют, но, по-моему, в этом как раз магия Остина и такая вот особенная его природа. Маск и Джо Роган, насколько они толчок дали для того, что это стало популярно и модно среди американцев? Ну, они приехали, когда это уже было модным. То есть они приехали, когда волна шла? Да, Остин начал строиться как раз где-то вот лет 10-15 назад. Остин, Даллас и многие другие города в Штатах начали превращаться из недогородов, которыми они были, в более современные города европейского типа, когда у тебя есть смешанная застройка, люди живут там, где работают, у тебя есть магазинчики. Нет вот этого вот стандартного деления на жилую и нежилую застройку. Сергей, ты жил в Калифорнии долгое время, но переехал в Остин. Да. Почему? Ну, 5 лет я жил в Калифорнии. В общем, как инженер. Я приехал по рабочей визе, работал в компании, все вроде нормально, хорошо работался. Когда мы начали, уже там стартап делать, перед этим обе мои компании, в которых я работал, они все закрылись. То есть закрылась одна, закрылась вторая, 2 стартапа. Одно из самых лучших моментов, что произошло, потому что тогда фаундер нашего вот теперешнего Enterprise, Грег Филд и там Майк Динорсио, они тогда работали вместе. Один был продакт-менеджер, другой сейлс. Мы там сели вместе, говорим, давай что-нибудь делать. Но делать мы будем это в Техасе, потому что мы не хотим платить налоги. И мы посмотрели, что модель, которая была в Бэй-Эре, она была заточена на то, что да, ты как бы там нанимаешь топовых чуваков, там у тебя все есть, но это выжигает ревеню, у тебя нету как бы профитабилити этого бизнеса, и он, в общем-то, постепенно проедает деньги инвесторов. Это сложно сделать, если у тебя там, такая модель. Потому что налоговая нагрузка большая. Налоговая нагрузка, там все дороже. И, в общем, это одна рабочая часть. А жизненная часть, она в чем заключается? Моим детям там 12-16, тогда им было меньше. Когда ты думаешь об этом, думаешь, сколько у тебя лет осталось с этими детьми? Хорошо, может 10. А потом они уйдут в колледж, и они живут там, мы там живем в 1000 square feet apartment, это 2 бедрума, такая тесненькая такая история. Комнаты у них там нету, у каждого свое, они вдвоем в одной. С ковидом все сидят на зумах, друг друга на головах. И ты думаешь, недвижимость купить ты можешь только если ты там сделаешь хороший экзит, поднимешь кучу денег, либо будешь жить в такой клетушке всю жизнь. В Бэй-Эре, где все хорошо. И ты такой в какой-то момент думаешь, хотелось бы пожить американской-то жизнью. Желтым автобусом, который возит детей в школу, большим домом с какими-то вещами, которые вот они в кино показывают. В Бэй-Эре этого же нет. Но оно есть для тех людей, у которых там миллионы долларов. И вот это второй момент, который меня подвиг к переезду. Здесь дешевле? Здесь дешевле, да. Но как бы образно еще, если представить. Калифорния, Бэй-Эре, это как красивая очень женщина. Ты ее любишь, а она такая вот принимает твои подарки. Но, в общем, тебе абсолютно не нужен ты ей. Не нужен и все. Исчезнул бы ты из ее жизни, и ничего бы не поменялось. Вот такое ощущение везде. То есть ты как бы, ты можешь, конечно, ее купить, но тебе нужно очень постараться, чтобы ты туда залез. Она крутит с богатыми чуваками на горе. Ты, в общем, пытаешься к ней как-то подлезть, но это все такая бесполезная затея практически. А в Техас ты приезжаешь, ты встречаешь себе друга. Теджес — это же друг оригинально название Техаса. Этот кореш, чувак на своем траке приезжает с пивом, он тебе поможет. Ты его сразу же видишь как человека, которому ты доверяешь, он тебе доверяет. У тебя есть какое-то чувство локтя, и все тут хорошо, то все как-то проще получается. Все доброжелательные люди, и как-то это вот большая разница. Если продолжать аналогию с женщиной, то в Кремниевой долине это женщина, которой ты там носишь подарки, ты ей безразличен, а здесь это женщина, с которой у тебя не только любовь и страсть, но и дружба. Да, наверное, так. То есть, который тебе поможет еще. То есть вы еще вместе на одной волне более-менее. Смотри, вот это, если читать сейчас про Остин, то ты читаешь, что весь центр сейчас в стройке. Они их гонят как не в себя, да. И если раньше это были только коммерческая застройка, то сейчас очень много жилой. То, что мы видим
вот строго перед нами это район так называемый Rainy Street, и это маленькая улочка, которая была вся в кабаках, которые состояли из одноэтажных домиков, и буквально в последние 5-7 лет там повырастало все это бетонное, а домики, все, не стало домиков. Вот этот знаменитый их слоган «Keep Austin weird», «Оставим Остин странным». Так, что это давай. значит в 2 словах? Значит, Остин — это про маленьковость, местечковость, но все в позитивном ключе, вы понимаете. Фриковатость, хиповость, локальные арты, локальных художников, музыку. Все то, чем можно характеризовать, ну, наверное, такого неформального подростка, как мне кажется. Ну, то есть очень такое хиповое место. Да, довольно хиповое. И это забавно сочетается с тем, что это город, который в прогрессии населения чуть ли не самая большая в Штатах. Прогнозируют, что к 2040 то ли 50 году население на 4 умножится. Так. И в том числе из-за того, что корпорации сюда заходят. Вот, это очень странная история, потому что корпорации заходят, и я не представляю, как вот эта мото остинская «Keep Austin Weird» останется с ним. Не знаю, что должно случиться, куда вот это из этой кастрюли с фриками в тесто скоро полезет в разные стороны, и что с ним будет дальше. То есть для меня это огромный сейчас вопрос. Здесь главная налоговая разница в том, что не надо платить 13% на доход. Тут нету стейт-такса, да. Когда подаешь раз в год tax return, бумаги все, да, у тебя есть federal tax, у тебя есть state tax. В случае Техаса нету никакого state такса, то есть у тебя только federal tax и все. Просто нет, смотри, когда я это раскладывал и как я это читал, что почему из Калифорнии сюда переезжают, потому что, по сути, ты на 13, у тебя зарплата автоматически увеличивается на 13%. Ну, да. Да, потому что ты в Калифорнии же платишь этот Калифорния такс, а здесь нет, и поэтому у тебя же эти деньги остаются на кармане, а так у тебя бы Калифорния их забирала. Из пейчека забирала сразу же. Ну и потом ты бы, может, что-то вернул или что-то доплатил им. Ну, это большая разница. Причем, что жизнь-то тут дешевле сама по себе. Еда, она стоит меньше, чем в Калифорнии. Бензин вдвое, наверное, меньше. Хотя тут ездят, наверное, больше люди. Вот. Ну, электричество, вода, она тоже не такая дорогая. Вот. Поэтому это хорошее место. Именно почему он так рос, наверное, потому что компании, вот Google, Apple, они подумали, что, ну да, там мы содержим очень много работников в Бэй-Эрии, они там страдают, им там все равно ничего не купить. Ну, в Техасе они хотя бы могут жить более комфортно, и мы им меньше, может быть, платить будем. И, в общем, это будет иметь смысл. И поэтому повезли сюда. Ну, они как бы там пооткрывали офисов, и люди стали сами переезжать активно. То есть тут они могут больше себе позволить на эти деньги, конечно. В Техасе нету налога на персональный доход, так называемого income tax, но это компенсируется достаточно высоким налогом на недвижимость. А налог на недвижимость, давай вот расскажем. Например, у тебя собственность за жилье? Да. А сколько, ты можешь сказать его стоимость? И сколько ты налога платишь? Порядка $500 000. $500 000. И сколько ты должен с жилья, которое стоит $500 000, платить налога? 7 в год. 7 тысяч в год. То есть, получается, к твоей коммуналке раз в месяц просто так прилипает лишние 500 с небольшим долларов? Да. А сколько вообще коммуналка за электричество и свет? Порядка 200 в месяц. Очень сильно плавает в зависимости от сезона, потому что летом ты постоянно кондиционер гоняешь, а он на электричестве. Ты в этот дом переехал после сделки? Нет, мы построили его до. Это не такой, чтобы сильно дорогой дом. Это, в общем-то, такой стандартный техасский. А ты можешь сказать, сколько он стоит? Ну, на данный момент он стоит, ну, что-то 900 с копейками. Мы покупали его за 680, с тех пор он так сильно подрос, ну и теперь уже упал. То есть цены стали снижаться. То есть он был на пике, наверное, 1 000 000 с чем-то, стал снижаться. Такой дом в Калифорнии стоил бы в 2-3 раза дороже? В Бэй-Эрии, наверное, такой дом стоил бы, ну, 3 миллиона, если бы из Бэй, 5 миллионов, если Пенинсула. То есть с бассейном, чтобы вот такого масштаба, чтобы у тебя был там вид, еще что-то такое. Ну, 5. Ты работаешь в венчурном фонде? Так, верно. А насколько сюда стартапы переезжают сейчас? Много, ощутимо. Вот тут ощутимо. Тут я могу понимать. Я в тусовке, я вижу, как они видят возможность новую. И некоторые стартапы, я больше скажу, некоторые фаундеры, которые не видели возможности уехать в Кремниевую долину, потому что там, ну, дико дорого. Очень сложные условия для человека, у которого пока еще нет ничего, и они поэтому не начинали, а сейчас начинают. Потому что здесь дешевле? Здесь сильно дешевле, да.
Но говорят, что здесь не найти специалистов. То есть программистов здесь не так много, как в долине. Да, не так, конечно, здесь нет еще такого засилья программистов, но ничего, сейчас чуть-чуть. Я думаю, что мы в переходном где-то, в переходном периоде. Я думаю, что еще немножко, ну прям, может быть, пара лет, может, меньше. Я ходил на один ивент, такая Venture Gala была организована с участием местных правительств. Тут был мэр Сидер-Парка, в котором мы находимся сейчас. Другие мэры городов, что не видел никогда в Бэй-Эрии, они приходили и говорили: у нас есть участки земли, мы готовы вам там снизить налоги, сделать все, стройте заводы. Вот тут никакие эти residential area можно не строить, но вот для завода самое то. Добираться недалеко. Здесь есть возможности. Но проблема другая. Недостаточно квалифицированных работников. И они завозят огромное количество людей из других штатов, из других стран. Им нужно их учить. То есть они сейчас расширяют этот UT Остин, добавляют какие-то другие там направления, чтобы готовить специалистов здесь больше и больше. Вот. То есть это вот очень приятно было смотреть, потому что они говорят, что ну да, Остин и Техас растет год за годом, ВВП его превышает, рост ВВП Америки значительно превышает. То есть жизнь улучшается, люди становятся богаче. В то время как Калифорния, они там утверждают, что все становится хуже. Не берусь судить, но, в общем, заметно, что здесь самое большое количество кранов вот строится из тех городов, что я видел, вот на пятачке в даунтауне. Большое количество строится больших предприятий, там Samsung что-то строит, еще что-то, вот Tesla переехала. И это вот имеет смысл, да. В Сидер-Парке, кстати, открыли стартап-акселератор Plug and Play. Это тот, который я eBay придумал, еще кучу там десяток других проспонсировал стартапов. Один из самых таких знаковых. То есть в нашем-то городке. И это тоже такое место теперь. Да. В коттеджном поселке? Да, буквально. То есть так. Неожиданно, да. Вот такие дома за нашей спиной. Но вот прямо здесь, в 30 метрах от них, мы только что увидели зайцев. Белками в городе никого не удивишь. Попугаями в южных городах тоже. Но зайцы, которые просто так гуляют рядом с этой движухой. Тысячи их. По тысяче? И броненосцы. И еноты. Прям по улице вот может броненосец идти? Да. О. Енотов здесь живет много. Их еще называют трэш-пандас. Почему? Мусорная панда? Потому что они роются в мусоре, да. Роются. Ага. Вот. Работают они в паре с котами очень часто. С бригадами? Да, они тусят. Скунсов много тоже. Но в городе скунсов меньше. И хорошо. Скунсы пахнут? Еще как. Или только мертвые? У живых у них же это защитная реакция. Брызгать кого-нибудь вонючкой. Машины после такого продают, если кто-то сбил скунса. Потому что жить в ней дальше невозможно. Собственно, меркаптан, то, чем скунс воняет, это то, что добавляют природный газ, чтобы он пах. Слушай, а под каким из мостов одна из достопримечательностей Остина — летучие мыши? Это South Congress Bridge, тот, который ближе к нам. Он, если присмотреться, под ним есть такая даже круглая площадочка для пешеходов. Это специально для того, чтобы там собираться и смотреть, как они вылетают. Это самая большая в мире колония мышей этого вида. Их там живет 1,5 миллиона. 1,5 миллиона? Я тут недавно посчитал, если все население Остина перевести в летучих мышей, мы там как раз поместимся. Обалдеть. Слушай, а в чем они там живут? Они живут в щелях в бетонной конструкции моста. Им там довольно комфортно. Там, получаются такие мини-пещерки. В Остине они вообще живут много где, и с мышами связана очень интересная история. Лет еще 40-50 назад считалось, что мыши разносят на лапках заразу, бешенство, и их хотели убить напалмом. Я не шучу. Да, обсуждались планы как бы извести эту колонию целиком. И имеется вот именно в той части моста пройти? Да. Извести эту колонию, потому что это же мыши, это же опасно, это же бешенство. Ни одного зарегистрированного случая бешенства от мышей не было. И здесь есть замечательная пара, которые занимались, в частности, консервацией летучих мышей, сохранением. Закатывали летучих мышей. Нет. Да, и они сделали доклад на местном TED Talk. Это было великолепно совершенно. Как они договаривались и с городом, и с экоактивистами, и с ребятами, которые занимаются местными пещерами.
так, чтобы и мышей сохранить, и объяснить всем, что мыши, нет, не опасны, они, наоборот, там пожирают кучу насекомых. С ребятами, которые занимаются пещерами, пещер в Остине очень много, они говорили о том, что вот вы туда двери ставите такие сварные, чтобы никто не залез. Давайте вы их делать будете ажурными, чтобы мыши туда могли пролететь, потому что у них там традиционно гнездовье. И они с ними, да, и они с ними таки договорились. Вау. Да, это чудесный кейс в том, как вот незлобливо, спокойно можно общаться с горсоветом, да практически со всеми. И они, считай, в 4 руки сделали мышей одним из символов Остина. То есть это кейс того, как можно договариваться? Да, в этом, кстати, американцы сильны. А это чувствуется? Да. Особенно, когда имеешь дело с кем-то из Соединенных Штатов, и когда помогаешь здесь строить, например, бизнес кому-то из бывшего Советского Союза, то вот это вот все или ничего подход, он убийственный совершенно. Это наш постсоветский, да? Да. То есть умение искать, находить и принимать компромисс — это одно из суперспособностей американцев. Ты уехала после того, как началась война. У твоей семьи не было, по сути, денег для того, чтобы где-то осесть. Абсолютно. У вас те сбережения, не самые огромные, которые были, они были заблокированы. И ты оказалась здесь, потому что единственная подруга, знакомая, которую ты знала, жила в Остине. Да. Она пустила вас пожить? Да. И тебе понравилось? То есть в Штатах не было вообще никого, да. Мы просто звонили ей из Вашингтонского аэропорта, просились, прям стучались пожить, правда, 2 недельки, пока мы что-то не решим. Мы приехали в середине июля, и мы понимали, что середина июля в Техасе — это самая жара, у нас не было машины, мы ходили везде пешком, а это супер нетипично. Мне кажется, что местные думали, что у нас что-то с машиной сломалось. Это нетипично ходить не в центре города пешком здесь, да. Пешком по жаре мы ходили, искали апартаменты, в которые мы будем заселяться. И нам так понравилось. Но мы понимали, что если вот нравится сейчас в самый ад, то, скорее всего, дальше будет сильно лучше. И мы не ошиблись. Остин классный, мы большие фанаты остинской природы, деревьев, остинских птиц, остинской культуры, в общем, всего вот этого. Мы видели здесь зайцев, и говорят, что здесь броненосцев можно встретить. Да, абсолютно буднично встречаем броненосцев ежедневно практически. Оленей. Оленей больше, кстати, чем... Да, вы слышите это? Кто это? Это местные птицы. Художники про них, кстати, местные рисуют картины. Очень часто. Вы можете сувениры такие увезти из Остина. Птицы, которые ретранслируют звуки, которые часто слышат на улице. Вот эти ребята, они постоянно повторяют за сигналками машин, на парковках тусуются возле супермаркетов и реально повторяют сигнализации, вот это гудение мотора. То есть такие звучки. А как они называются? Вот давай здесь они появятся. Чего только нет. Вот там вот есть бассейн муниципальный. Это тоже же достопримечательность. Расскажи, как он устроен. Это бассейн, куда стекает из ручья? Это бассейн, который довольно давно, лет много назад, больше, скоро 100, кстати, построили, запрудив ручеек. То есть это холодный ручей, который стекает с холмов, там построили маленькую плотинку и благоустроили все это в довольно большой бассейн. И с тех пор он такой. Поставили там купальни, там берут какие-то номинальные деньги за вход. То, что сверху и снизу, бесплатно? То, что сверху, там можно сидеть в водопадиках маленьких, оно бесплатное. То, что снизу, которое стекает, собственно, в речку Колорадо, оно тоже бесплатное. Кто-то скажет, сверху можно гарить просто в бассейн. Любой человек, который приезжает в Соединенные Штаты из бывшего Советского Союза, моментально в первые полчаса после прибытия палит, как можно отправлять почту за бесплатно. Ты меняешь адреса местами, а марку не клеишь. И тогда письмо «Return to Sender» отправляется обратно адресату. Это mindset. То есть всегда можно найти какую-то штуку, да, можно залезть и гадить. Можно даже отсюда спрыгнуть. Не надо. Так и гадить не надо. Я просто к тому, что насколько доверие к обществу, что люди не парятся за это. Любая коммерция, вообще коммерция без доверия не работает. То есть, когда я тут начинал работать, один из работодателей, которому я там шабашку делал за кэш, он говорил, я, поехал, я тебе чек оставил под ковриком на работе. Я говорю, как чек оставил под ковриком? Он говорит, а что? А если я работу не сделаю? Ты же сказал, что сделал. А потом у меня машина поломалась, он мне для поджопной машины там ключи оставил. Я говорю, дядька, это же, а чего, всегда так делают, а в чем, собственно, дело? То есть для нас это немыслимый уровень доверия, но если ты вдумаешься, коммерция, вообще любой бизнес без этого не работает. Я не отгружу, пока ты не заплатил. Ты не заплатишь, пока я не отгрузил. Это то, на что не сразу обращаешь внимание в Штатах, но когда обращаешь внимание, ты понимаешь, насколько этого доверия было мало в твоей жизни до того. У тебя шикарный вид, бассейн, но больше всего меня удивила вот эта штукенция.
Это сауна или русская? И она и та, и другая. Я использую как русскую. Очень простая в управлении. Можно выставить температуру, нажимаешь один раз, и она нагревается. Там за час, за полтора. Ух. То есть запах тут все. И веничек. И веничек. А веничек здесь делают? Украинский. Приехали с Украины, да. Ходим, да. Сейчас собираемся. А я правильно понимаю, что когда на улице плюс 40, а это обычная летняя погода здесь, то сходить в баню, это, ну, типа, остудиться? Кажется, да. Кажется, прохладнее, когда ты выходишь и на свежака. Угу. Самое то. А вот это то, где сидит Павел Дуров. Безо льда, но вот такое, да. Холодненькое, да. О, хорошо. Хорошо. Хорошо, да. Слушай, а это вот мода у всех айтишников сейчас на это? Не знаю, я как-то вот присмотрел. Я вообще закалкой увлекался в Питере. Сколько ты продерживаешься? На сильно холодной, минуту я могу продержаться. Если она там градусов 7-8 Цельсия, то можно и 2. То есть вот как-то так. А у тебя сестра переехала, когда война началась? Да. А ты их перевез сюда? Да. Она нашла работу? Pay4U. Да, она нашла работу, она сейчас делает как раз то, что в Остине очень нужно. Она проектирует и строит мебель по европейскому образцу. Очень консервативное американское строительство привыкло строить эти домики, и мебель тоже консервативная, такая же, как она была 50 лет назад. Да, это заметно. И когда они начинают строить то, что делается в Европе, с теми материалами, с вот этими всеми суперэффективным использованием каждого кубического дециметра пространства, американцы такие: а что так можно было? Вот. И они с огромной радостью это покупают, бизнес идет, и она такой бизнес уже построила в Харькове, но его разнесли. И теперь строит здесь. Я не видел ни одного приуса, как вы тут доехали. Уже с микрофоном. Привет. Коротко, что ты сейчас делаешь? Я записался на комедийный open mic в клубе у Джо Рогана. Это тот самый, который он открыл на гонорар от Spotify. Spotify, да. Короче, ты сейчас выступаешь, и в 6:45 ты узнаешь... Не, я не выступаю, я сделал sign up. Я сделал запись, и в 6:30 они вывесят победителей лотереи. Там 10 или 15 человек получат возможность выступить. А выступать сегодня же? Сегодня, да. А, если ты выпадешь, то ты тогда будешь выступать? Да. Если нет, то мы показываем вам Остин. Танек, очень болеем. Очень болеем за тебя. Давай, я тебе потом расскажу, что это за место. Давай завтра здесь встретимся вечером, когда будет тихо. 6 лет прошло. Мы точно так же... Сколько лет прошло? 6? Я угадал? 6 лет. 6 лет прошло. Забавно, что даже угол одинаково выглядит, хотя это принципиально разные города и разные штаты. И разные клубы. То Лос-Анджелес, это Остин, ты в очереди на open mic. Прошло 6 лет, но разница одна. Тогда это было хобби, ты просто с деньгами приезжаешь, чтобы и иногда приходишь поприкалываться, а сейчас это единственная возможность тебе, заработать. Пройти куда-то дальше, потому что я понимаю, что долго на русскоязычной комедии я все равно не смогу существовать, да, то есть это нужно переходить на американский рынок, и это уже получается, ты ждешь шанса, как и все эти люди. Так вот, но сегодня у меня была такая, это сегодня самое произошло вообще, я себя чувствую как ребенок, знаешь, какой-то 12-летний. Просто я сегодня выиграл в лотерею, чтобы ты понимал, я за весь год я летаю в Остин, раз в 2 месяца примерно. То есть я был здесь, за прошлый год примерно сколько раз получается? 6-7 раз. Из них я записывался каждое воскресенье и понедельник, когда бывал, на этот open mic. Получается 2, получается 12 раз и никогда не попадал, никогда не... Ты еще мне сегодня говоришь, запиши себя, свои эмоции, когда узнаешь результаты. Я выхожу в 6:30, как написано у них на сайте. Вот так, я не вижу листочка, и я снимаю видео вот так по фамилии. И вижу себя. Там написано Саша Незловин. Они фамилию коверкуют. Прикиньте, я был здесь раз 15 в течение года. И никогда я не выигрывал место на этом open mic. Никогда. И прикиньте, я его выиграл. И я такой иду.
Подхожу к ним, я говорю, мое имя там. Они говорят, да, но уже 6:30, ты должен был прийти в 6:15, мы отдали твой спот другому человеку. И, короче, ладно, я здесь нахожусь, потому что у меня концерт здесь будет 23-го, я приехал чуть пораньше. Но я это тарифицировал сейчас так. Тарифицировал? Что я выиграл в лотерею $40 000, но их отдали другому человеку. Ну, 30, ладно. 25. Нет, я бы это в 30 оценил, потому что я сюда летаю, я трачу в среднем $1500. Ну, билеты, гостиница, да. Ну, я причем летаю просто на open mic. Сейчас ты сюда пришел попробовать выступить? Сейчас я пришел просто попробовать сцену, поговорить в микрофон на английском, новые какие-то шутки, которые я ни разу не говорил, чисто чтобы проверить, как они звучат. Ну, то есть сейчас тут не важно, будут они смеяться сейчас или нет, заранее предрекаю, если вы останетесь с камерой. Там вот все, кто выходил на сцену сейчас, я ни одного смешка не услышал. Да, это какое-то шоу было. Тут, по сути, все придут, кто не попал к Джо Рогану, кто не пошел в другие майки, все придут сюда. Здесь это клуб, где выступают довольно популярные ныне восходящие звезды. Когда они меня спрашивают, я говорю, я up and coming, знаешь, это типа расцветающий комик, говорю, последние 15 лет. Все никак не расцвету. Вот. И, короче, сюда все приходят выступить, да. И у меня здесь будет концерт. Я здесь ставился концерт, эта площадка не очень, в плане звук и стулья. Самое главное для нашей публики — это стулья. Здесь самая смешная ситуация, как всегда. VIP-билеты раскупили за $70, а за 50 не покупают. Что мы сделали? Мы добавили еще 10 VIP, те же, которые стоили 50, их тоже сразу купили. Я говорю, ребята, ну подождите, мы же для вас стараемся. Они такие, что я буду? Короче, я почему сюда встал? Это интересно. Ты говоришь про свой концерт. Не все поняли, что речь про твой концерт, который здесь будет на русском языке. Да, на русском языке будет мой концерт. Почему? Потому что мы в одном квартале от клуба Джо Рогана. И это я делаю для того, чтобы поставить свое имя на карту здесь, чтобы они понимали, что, какие-то ребята на русском языке. Потому что и мы как неведомые зверушки, знаешь, мы где-то вот параллельно едем, вот у них есть Формула-1, они вот ездят, и мы где-то в параллельном мире, знаешь, машина-призрак, вот как в играх, когда ты ездишь, едет, тоже хорошо едет, тоже все успевает, она там наполовину из Волги состоит, наполовину из насмотренного Феррари, что-то у тебя там сварено, но оно едет тоже иногда на таких же скоростях, а иногда обгоняет, но они нас не видят. И моя задача сейчас стереть как бы эти границы, чтобы они такие, вы тоже существуете. Понимаешь? И это поможет. Это я делаю в первую очередь для себя, естественно, но как следствие, это звучит пафосно, но как следствие это все равно поможет. Там, я вот верю очень, что у Дениса Чужого и у Саши Капади довольно большие есть шансы приехать сюда и стать кем-то. Это два комика, которые уже перешли на английский язык частью своей работы. Правильно ли я понимаю, что одна из причин, почему Остин сейчас вот так поднимается, это потому, что сюда поперли комедианты? Комедия и IT. Мы очень похожи друг на друга. Вообще, вот я вижу айтишников, у меня много друзей айтишников, и мы очень похожи, стендап-комики и айтишники очень похожи. Чем же? Ты тоже начинаешь условно в гараже, у тебя есть мечта, ты что-то делаешь, ты что-то создаешь, ты как стартап, понимаешь? Строишь свое будущее, и у нас одинаковые обломы, но всегда есть кто-то, с кем ты должен законнектить. Очень похожий рынок. Ну, то есть просто деньги другие. У них в случае победы больше иксов. Но бывают такие победы тоже в комедии, которые, естественно, больше. Смысл Остина в чем? В пандемию многие города не справились, такие либеральные, особенно штаты, как Нью-Йорк или там, как Калифорния, например, и раздавали всем деньги, очень много людей село на шею государству и так далее, и так далее. А Остин, он самый либеральный вообще город Техаса. В то же время он республиканский. И они установили несколько законов в пандемию, которые помогли им выжить. То есть они сказали, окей, вы можете делать свои шоу, если у вас нет стен или нету крыши. И сюда поехали комики, потому что по Zoom пытались все сначала делать, если ты помнишь эти вечеринки, они не срабатывали. И комики поехали за аудиторией, и аудитория поехала сюда. И сюда приехало очень много комиков. И, соответственно, Джо Роган, который такой, я вам тут все сделаю сейчас, выступайте. Джо Роган продал свой подкаст Spotify, заработал... Да, где-то 300... Вот так вот, по-моему, 100 с чем-то Не, миллионов. по-моему, 300, и, по-моему, сейчас новый дил у него еще на больше. Часть гонораров потратил на то, что построил здесь стендап-клуб. По одной из версий, что да, вот здесь нет налога штата, как, например, в Калифорнии, там 13 или сколько процентов сейчас будет у тебя красивая графика. Ну, как красивая? Ну, графика. Вот, и
ты, по сути, это тот кэшбэк, который он потратил на то, чтобы построить клуб. И он построил клуб как бы для комиков, потому что ему тоже надоело. Джо Роган, знаешь, с возрастом есть вот поговорка, если ты в детстве не был, как это звучит? Либералом. Либералом, да, то у тебя нет сердца, если ты не стал, ну, консерватором, у тебя нет ума. Мозгов, да. И Джо Рогана, я думаю, ему надоело, что мы в Калифорнии всем за наши налоги письки переделываем. И такой, ладно, хорошо, говорит, я поеду. Но он такой, надоело мне, надоели бомжи, надоело. И он приехал сюда, а здесь все четко, знаешь, для меня Остин — это Урал. Я очень люблю Урал, я считаю, что у Урала все получается и получится. Для меня Остин — это как Екатеринбург, у которого получилось. Мне нравится вокруг поля, леса и экономика, которая продолжает сюда вливать. И здесь, понимаешь, про будущее все. Я здесь хожу, и я чувствую себя счастливым. И Джо Роган построил здесь клуб и сделал комфортно. У него в пандемию не было здесь клуба. Я сейчас, если получится, покажу вам несколько мест, где их было как бы база. И приехали комики к нему, потому что у него есть там как бы имя, и идет зритель, и он как бы просто создал, он просто себя высунул из Лос-Анджелеса, переехал, и за ним переехала индустрия. Вот это интересный очень прецедент. И по сути IT-студенты, еще, запятая, IT-студенты, сколько здесь, 50 тысяч студентов или сколько, и комики, и здесь вот этот молодой дух, который метит вперед и хочет развиваться, что-то делать, качает. Ты приходишь, если в Лос-Анджелес на open mic, я вижу одни и те же лица в течение, 10 лет назад я приезжал как турист, сейчас я как местный прихожу, я вижу этих ребят, которых я видел реально 10 лет назад, у них ничего не меняется, у многих даже шутки остаются теми же. И все это, знаешь, вот у американцев как это есть, desperate, miserable, вот эти слова, когда, знаешь, все это так тяжело смотрится на это, ущербно, а здесь ты приходишь, все какие-то довольные, счастливые, и все понимают, что все в целом хорошо и может быть хорошо. Да, ну Остин, во-первых, здесь мэр демократ, Остин демократический город, но окружен-то он республиканцами, тут сильно не забалуешь. Но да, внутри свобода ощущается. Вот эти ценности, которым мне, например, лично мне не хватало в России, все то про самовыражение, что я слышала, читала в книжках и смотрела в кино, вот я здесь это нахожу. Но это не переваливает за какие-то рамки. Типа в Лос-Анджелесе я бы детей растить не хотела. Объясни. Потому что там как раз наружу весь спектр эмоций, которые есть в человеческой голове. Я тебя не понимаю. Значит, очень много... я подбираю слова. Не хочется обижать творческих людей. Но они безумцы, окей. Очень много безумцев, по-настоящему безумцев. Я не говорю о людях с mental health, с проблемами, да, но я говорю о тех, кто перегибает палку, желая хайпануть, выделиться, а выделяться на улице, где все такие безумные, нужно быть чрезмерно каким-то сумасшедшим. Меня не пугает засилье ЛГБТ-сообщества и так далее. У нас честные разговоры насчет этого с детьми, все окей. Но у любого безумия, мне кажется, должны быть какие-то границы. Пусть эти границы будут широкими, но пусть они будут. Хоть чуть-чуть. Так. Но так, чтобы ребенок мой мог выбирать, вот зайти, посмотреть за забор, или я могу остаться там в своем пузыре в каком-то. В Лос-Анджелесе остаться в пузыре нет никакой возможности, как мне кажется. Ну, что ты имеешь в виду, что, чувак, я не знаю, какой-нибудь здоровый мужик на каблуках и в юбке переходит дорогу в Лос-Анджелесе. Тебе такое не нравится? Нет, абсолютно нет. Это окей. Но вот здоровый мужик, который без юбки переходит дорогу в Лос-Анджелесе, да, такое не нравится. Не хотелось бы. I'm really afraid of... Hello, America. Hi. Guess which country I came from? Mexico. No, originally I'm from Russia, yeah, it's true, but it was not a direct flight, you know? Yeah, you have to walk a little, so... God bless Mexican borders. So I used to do stand-up in Russia. Yeah, I was well-known touring stand-up comedian, but then the war started between Russia and Ukraine. Yeah, nowadays you should concern what the war was started. So, and I don't support this war because I'm a local now. I'm supporting only USA wars. Yeah. You guys good at wars? Star Wars is my favorite one. So, I was touring stand-up comedian, but in Russia, it don't say for me anymore to do stand-up because we have a new law in Russia. Just for the 3 words, stop the war,
they can put you in prison for 7 years if you post it on Instagram, which is interesting because you can get only 5 for rape. And we still have those brave people who keep posting on Instagram, stop the war, and ready to go to prison for 7 years. But as for me, it is much easier to find someone who supports the war and rape him. I mean, much more pleasure, less jail time. If it's not a statement, then what is it? Yeah. Ну, not bad. Люди, в отличие, люди смеялись. Блин, там 3 человека сидит, конечно. Нет, этот сет я тебе пришлю ссылку. Он разъебывает в местах, где больше 5 человек, он очень хорошо заходит. Yeah, guess which country I came from? Russia. Mexico. Пойдем, сейчас я вам покажу одно место. Короче, Джо Роган открыл клуб и рядом открыл бар, бар для комиков. Туда, в принципе, не попасть, но, возможно, мы попадем сейчас. Он этот бар назвал Митсис. А Митси — это как бы имя женщины, которая, по сути, стояла у истоков всей американской комедии. Мы идем на красный, как остальные американцы. Мы ничем не отличаемся, Юр. Короче, Митси — это женщина, которая... Митси Шор. Была такая великая женщина, она недавно умерла, про нее там все сериалы и так далее снимают. Но у нее дома жили реально Джим Керри, у нее жили там Робин Уильямс, еще очень много комиков. Все, смотри, это везде пошла живая музыка. Сегодня понедельник, чтобы ты понимал. А в пятницу здесь все будет по-другому. Вот это не будет радио, будет живая музыка играть. Вот этот чел, который сейчас на сцене, он только что выступал в Creek and Decay, где мы были, передо мной. Он уже здесь. Здесь в районе 4 кварталов 15 клубов. Реально. Для меня на самом деле это достижение, когда мой английский воспринимают уже как немецкий, а не как русский. No! Yeah. But we are not German. We're not German. We are not German. Yes, Don't tell me, don't tell me. Yeah, would you mind if we're filming? Тихо, тихо. Do you mind if we filming? No, please. It's okay. Please, I love being filmed. Yeah, okay. Oh, yeah. Oh, cool. Yeah. Did you go there? I'm up number 7. 7, and yeah, now? They're on 3. Okay, guess which country we came from? Can I ask you 3 questions to determine where you're from? Yeah. Okay. Based on visuals and the answers and these sounds you're making that I don't understand. Okay. Is it predominantly white? Wow. What does it mean predominantly? More than 50% of the population white. Yes. No, as you think, yes, but as we, yeah. You think yes, but you think no? I'm not joking about that. Yeah. Yeah. Are you guys comedians? No. Oh, sorry. That wasn't one of my questions. No. That wasn't one of my questions. Can I tell him your story? Yeah, please. He's very famous comedian in Russia. Medium. But you're not Russian, right? I'm just... I win! Я с тобой не пойду в разве. Иноагент, блядь. Как так может иноагент проколоться? Look who's smarter than me with a penis, I assume. I don't know. Yeah, he's a sexist. Yeah. I forgot that we have... Wait. It would be Putin. Смотри, Остин, столица живой музыки. Там живая музыка, там. И опять, смотри, нет стен. Есть потолок, но нет стен. Понимаешь? Закон. Это то, что вдохнуло сюда жизнь. Это вообще богатый штат, но именно в Остин вдохнуло новую жизнь. Просто потому, что правительство smart people. Это вообще не спортивный, но зачелленджить в Дудя. Да, ты первый. 3, 2, 1, go! Давай, Юркис! Oh yeah! Давай, Юркис! Ну так долго-то меня не подставляй. I need 1 minute. For me. For him, I don't know. Яйцам пиздец! Окей, 50 seconds. Засекай. Уже идет. Как он делал? Вот так? No! Please! No!
No! No! Oh, yes! Wow! Please! Please! I have money! Меня сейчас вырвет! No! Это хотя бы не 5 секунд. Пошли, кто? Санек, ничья. Спасибо тебе. Давай подытожим. Только сейчас важный момент. Сегодня понедельник. Да, это кусочек Остина. То есть это в целом 10% от того, да, что здесь в пятницу. И еще здесь есть фестиваль South by Southwest. Здесь кино, комедия, ну типа кинофестиваль, комедийный фестиваль. Фестиваль всего на свете. Фестиваль фестиваля, да. И это он идет неделю. Эта улица вся пешеходная становится. Килтони — это передача. Это вот где мы сейчас были, вот там ожидают. И есть второй бар, где ожидают. То есть на него записывается в среднем от 200 до 300 человек. Они идут все время в лайв. Их смотрят там 70 тысяч человек в прямом эфире, и потом еще несколько миллионов добирает. И это в Америке типа самый популярный считается подкаст. Ну, здесь же телевидение до сих пор хорошее. И это считается самый популярный подкаст. Сейчас он скоро заключит контракт с Netflix. Там была очень интересная история, что они 4 года назад делали со всеми ограничениями, сделали на парковке у Comedy Store на улице свой этот Килтони, и все равно город им дал штраф за то, что они нарушили какие-то ковидные ограничения. И 4 года спустя они сюда уехали, после этого обиделись Джо Рогану, и 4 года спустя они вернулись в Kia Forum, 19 тысяч человек, sold out. И они вернулись туда. Ну да, Остин крутой город. Я тебе говорю, здесь какой-то есть дух, здесь есть ощущение как бы стабильности, чего-то хорошего и вперед. Ну то есть вот это про дальше, это про будущее. Он очень мне напоминает Москву 10 лет назад, когда туда пришла стендап-комедия, и все начали ей заниматься, и все начало вспыхивать. Тут клуб, тут, а мы делаем стендап, а мы... И вот это, ну здесь уже закрывается это окошечко, щелочка уже все тоньше и тоньше, потому что количество людей увеличивается, и щелочка уменьшается. Но все равно туда можно пробиться. Именно вот здесь очень похоже на ту Москву, когда открылся стендап на Арбате, когда открылся клуб номер 1, когда стендап-стор ребята открыли, когда приезжают молодые, инициативные, и все начинается. Америка же устроена так, что здесь во многих городах есть жизнь и экономика. То есть это у нас типа, да, Питер, Москва, еще какие-то несколько городов-миллионники, и все. В России как было. А здесь, типа, в любом городе есть что-то, вокруг чего ты можешь строить. И вот это сейчас здесь, вот этот дух того, что что-то строится хорошее. Ты же хочешь сюда переехать. Да, они сейчас дали 80 разрешений на строительство небоскребов, а здесь вот стройка идет. Это будет даунтаун в 2 раза больше, чем даунтаун Сан-Франциско. Я хочу переехать сюда, да, потому что, ну, я здесь вижу будущее. Здесь есть институции понятные. То есть, если в Лос-Анджелесе я в Лос-Анджелесе стою на шоу, меня знают комики, я выступаю на... Это не сейчас, как вот тут, а меня объявляют, приходят люди, которые купили билет и так далее. Я выступаю на большие залы, там, ну, как 150-200 человек. Guys, your next comedian is absolutely hilarious. English is his second language, all right? Everybody please give it up for Sasha Nezlobin. Keep it going for him. Yesterday, as everybody, I was watching the debates between Kamala Harris and Donald Trump. And I went crazy when I heard him saying that immigrants eat dogs. I got shocked, literally. I got bone stuck in my throat, and I mean... Я выступаю, и все идет хорошо. Но в этом нет как бы института, понимаешь, институции. Есть момент, что вот это та же программа в Килтони, если ты там заявился, хорошо выступил, ты начинаешь там выступать чаще, там тебе дают какие-то там... то есть здесь есть как бы понятная модель прогресса. В Нью-Йорке и в ЛА ее как бы больше нет. Тебя увидели, кто-то позвал, там что-то. Ну, рилсы. Все сейчас судорожно режут рилсы, как они общаются с публикой. Это, конечно, номер 1. Но я лучше в очереди постою, мне прикольно. I mean, these elections, Americans, you have a real tough choice. And I don't know, please vote carefully, okay? Actually, I'm a little bit happy that I have no rights to vote. It reminds me about my days when I was living in Russia. Same stuff. Please don't ruin my America. I pay taxes. Thank you so much. My name is Sasha.
Томас, я не думал, что меня можно еще чем-то удивить в Техасе. Так. Но вот таким кабинетом оказалось, что можно. Здесь же все про славянскую культуру. Ну, почти, точно, да-да-да. Ну, некоторые считают, что у меня офис бардак, но для меня это все ценное. Ценные вещи, все свои воспоминания, все последних 30 с чем-то лет. Первое, что я увидел и просто закричал, это фестиваль «Крылья». Морендрельсы даже, с ума сойти. Конечно, это, да. это очень андеграундная питерская группа, просто невероятно. Вот Российский футбольный союз. Все здесь вот по языку, то есть все вот здесь учебники, словари и так далее, поскольку я преподаю русский язык практически на всех уровнях, но особенно у меня сейчас курсы уже на 3-м, на 4-м уровне. Виктор Цой. Вы поклонник? Конечно, конечно, конечно. А музыкально вам нравится? Очень даже, очень. Я был у него на концерте в 86-м году в Питере. Тогда был аспирант. Ну, я там работал в нашем посольстве, потому что там не было никаких людей, которые говорили по-русски. Вот. И я был с группой, маленькой группой, мы все ездили в Питер на концерт, потому что там были какие-то слухи, что там вот какие-нибудь новые группы, аквариум, стороне игры, кино и так далее. И вдруг я там попал на концерт. И вам понравилось? Не то слово. Там я познакомился с Артемием Троицким. Артемий Троицкий дважды выступал в университете Техаса. Совершенно верно, да. Томас, вы работаете в Техасском университете и изучаете славистику. Да. И преподаете ее. Почему вам это стало интересно? Ой, это длинный рассказ, но я покороче. Я коренной техасец мексиканского происхождения. Говорю по-английски, естественно, и по-испански. И решил в колледже, как заниматься другим языком. И не знал вот именно каким. И вдруг там осталось только вот как раз, там вот было или китайский, или русский. Я выбрал русский, вот. Но это было уже вот 40 с чем-то лет назад. Куда вас это привело? После первой поездки в Советский Союз все решено. Я знал, что это для меня будет не только язык, но и профессия. У вас есть курс по Высоцкому. Точно. И вы читаете студентам лекцию, кто такой был Высоцкий. Так. А почему именно по нему? Во-первых, вот те времена, когда он жил, просто очень интересный период в истории Советского Союза. Это во-первых. Но во-вторых, вот человек просто как человек удивительный. И актер, и поэт, и бард, и все. То, что он был у нас в Америке, был в Мексике, был в Канаде и так далее, это студентам, конечно, просто очень интересно. Поэтому они сразу понимают, они знают, например, знают Боба Дилана и так далее, думают, что советский Боб Дилан и так далее. Не то. Поэтому я хочу, чтобы было кое-что точнее в их понимании, кто такой Высоцкий. Вот. А Высоцкий же 5 раз был в США, да. И в том числе в Диснейленде. Совершенно верно, да. И 2 раза в Мексике. Да, его сын рассказывал, что он собирался в Голливуде попробовать пожить. Да. А вы рассказываете студентам, что это было очень привилегированное положение, конечно, когда человек мог выезжать? Без визы и так далее, да. Так что, да, действительно, они понимают, что это необычная ситуация для человека советского. Да. Компакт-диски на русском. Компакт-диски на русском. А можно я 3 достану, поскольку здесь, я уже вижу, здесь это чуть ли не кабаре дуэт академии есть. Или я достаю 3, вот просто, и мы чуть-чуть про них поговорим. Лотерея, я не знаю, что здесь будет. Ага. Так, я не специально это делал. Вопли, как раз вопли вижу. Вот это палитра! Слушайте, здесь история 80-х, 90-х. Совершенно Давайте верно. начнем по порядку с того, с чего я вытащил. Первое. Иванушки. Вот это чума. Это какой альбом, который... Это как раз лучшие. То есть это уже вот так все песни самые... типа The Best. The Best. Да. Типа с тучами, и с колечком, и с куклой, и со всем. Да, где-то. Это все мои школьные дискотеки, вот когда я был в начальной школе. Да. Вау. Дальше Наутилус. Это Наутилус. Так. Я просто не знаю их. Я тебе говорю, что после кино любимая моя группа Наутилус. Главный альбом «Вопли Видоплясова». Видимо, самый их известный альбом в России. Это «Хвыли Амура».
Ну тут коллекция, потому что я вижу и Гоголь Борделла, Пожалуйста. и Чаев, и все. Сколько же вы это собирали? Я не знаю, даже не помню. Жаклин. Здравствуйте. У тебя родители из России, но ты родилась уже в Техасе. Да. Ты ведешь ТикТок на русском языке. Веду. Почти 1 миллион подписчиков. Почти. И ты училась в университете Техаса. Да. Расскажи, как тебе здесь училась? Что это за место? Это прекрасное место. Best public university ever. Я бы сказала, что мой курс RTF — это намного разный, different, чем другие студенты, потому что сюда едут студенты в основном учиться на engineering, nursing, это like prestige. RTF, я училась radio, television, film. Это типа, это считается очень хорошей TV school and film school, он подготавливает тебя для Голливуда. So я так училась тут. Я бы сказала, что самое лучшее поехать в Голливуд, чтобы получить experience. Но это было тоже прикольно тут учиться, потому что я сделала очень много фильмов, and it was cool. Мы перед началом выбирали, на каком языке говорить, и я говорю, ну, типа, может, тебе удобнее на английском? Она сказала, нет. И я готова к тому, что у людей это вызовет такое же впечатление, так же, как та дама с Брайтон-Бич, которая продает... Ты видел этот ролик? Да. Его костюмы, смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details в этом пиджаке. Как, что о нем думаешь? Я выросла, смотри, я разговаривала по-русски дома, ну, как бы учила английский. У меня первый язык русский, which is weird. Но я потом, obviously, в американской школе учила английский, и у меня получился такой момент, что иногда, когда я забываю слово по-русски, я его заполняю, я его по-английски. Но я стараюсь типа все по-русски, но иногда не получается. So that's what I'm... Ну, ты сказала, я к такому готова. Я к такому... At first, иногда я получаю комментарии, типа, разговаривай на одном языке, что ты делаешь, меня это раздражает, whatever. Но как бы мне все равно почти 1 миллион подписчиков, so кому-то это нравится, obviously. Well. А суть блога, суть твоего аккаунта, ты, по сути, учишь русскому языку англоговорящих людей. Я никому этому не говорю. Естественно, я просто как бы веду видосы про мою жизнь или там workouts, или как готовлю, или что-то такое, но я стараюсь учить людей английскому и не говорить им об этом. Они не знают, что я это делаю, но как бы я получаю комментарии типа, теперь я все понимаю, с каждым видосом я больше понимаю английский, и I'm like, yes. Мы в университете Техаса. Совершенно верно. Давайте расскажем про него коротко. Это государственный университет. Так. Но очень богатый. Да, до некоторой степени. То есть у нас университетский фонд огромный, очень большой. Многие говорят, не знаю, настолько это верно или нет, но говорят, что даже больше, чем у Гарвардского университета. Да не знаю. Но дело не в этом. Доступ к этим деньгам очень сложный. Чтобы найти ресурсы, финансовые ресурсы, имею в виду, для этого или другого проекта, еще сложновато. Ну, значит, деньги есть, но большинство вот этих денег находится именно на территории. То есть надо продать землю, на которой мы сейчас находимся, чтобы получить эти деньги. Я правильно понимаю, что источник богатства, просто университету принадлежат земли, на которых нашли нефть? Так, совершенно верно. По-английски это Land Grant Institution. Совершенно верно, да. Из них добывает нефть, и на эти деньги университет может жить, учить студентов и все остальное. Да. Вот здесь появится статистика, из чего появляются доходы университета. Там, во-первых, нефть, во-вторых, студенты, которые платят за обучение, доноры, коммерческая деятельность, видимо, какие-то сопутствующие вещи. И, то есть, в целом, это получается такая прям организация, бизнес-организация. Это бизнес, точно. И в этом как раз я бы добавил еще спорт. Особенно футбол, американский футбол, потому что вот это действительно для прибыли из этих матчей, то есть опять-таки вот эти сувениры и так далее, сувениров и все, это большие деньги для университета. В университете Техаса играет команда по американскому футболу Longhorns. Да. Здесь везде их логотипы, в том числе у канализационных люков даже. Да, есть. И здесь, на территории стадиона, находится 100-тысячный стадион. Он в 10 самых крупных в мире входит. Да. Ох.
Да. Это масштаб. Это вот масштаб, вот это как раз вот один из самых главных вот идей университета. То есть большой университет для всех. Здесь учатся, ну, в районе это 54 тысяч студентов. Я тут родилась, но как бы если ты учишься в штате, это в любом штате, если ты учишься там и живешь там 2,5 года, по-моему, у тебя получается in-state tuition в любом public university. Это значит, что твое обучение будет, допустим, $5000 за семестр, за четверть. То есть 10 тысяч в год? 10 тысяч в год, не включая там это dorm или еда, whatever. Но если ты живешь в Колорадо, хочешь поступить в Техас, 40 тысяч в год. Ага. И я слышал, что по меркам обучения высшего, по меркам университетского обучения $10 000 в год — это почти бесплатно. Да. Как бы это ни звучало. Это почти бесплатно. Даже так люди берут огромный лоун для этого, government loan. У нас это FAFSA, это government loan, если ты, у тебя не так много денег, ты заполняешь огромную форму, и тебе дают деньги, но потом ты будешь 30 лет их обратно оплачивать with interest. А я правильно понимаю, что with interest это с процентом? Да, с процентом. Я правильно понимаю, что многие, там, те, кто с тобой выпускался, они выпускаются и должны много денег? И таких студентов большинство абсолютно. Я очень lucky, что мои родители за все эти 18 лет копили деньги для меня. I am debt-free после этого университета. Но I'm a minority в этом, потому что все, которые идут в этот университет, это обучение намного дешевле, чем все остальное. Вот если, я не знаю, если вы прошли все эти студенческие дома, вот эти огромные квартиры, я платила за... Там квартира такая маленькая, 7 комнат, 7 туалетов. Каждый человек платит $1400 в месяц. Каждый человек. За в месяц. Комнату без... За комнату. С туалетом, но без кухни. Да. Нет, то есть кухня все делят. Да. Но комната и туалет свои? Да. Даже если ты платишь $5000 в четверть, ты все равно, получается, почти... Мой папа мне сказал, может быть, это TMI, too much information, но я все равно скажу, почти 40 тысяч в год платить за меня. Жить в Остине, быть студенткой, даже если это in-state tuition. Потому что это стоит мне $1400, $1500, и это без electricity, water, internet. И это не включая еду. А еда тут дороже, чем в Хьюстоне, чем в Далласе. Буквально на 50 центов. Офигеть. Дорого? Тут дорого. Остин, it's like... I would describe it Los Angeles mixed with Техас. То есть тут очень дорого, но есть такие qualities техасские. Все равно тут можно дешевле купить дом, допустим. Ну, в Остине уже как бы за меньше $500 000 нельзя купить ничего, но все равно, like... А по настроению города, это тоже Лос-Анджелес смешанный с Техасом? Сейчас уже, да. До этого, когда я была в Хьюстоне, и там училась high school, там 8 класс, 9 класс, whatever, мы ездили сюда как vacation. И тут был типа такой hippie-cowboy, такой очень маленький город, такой странный, все такие keep Austin weird. А теперь Tesla truck везде. И это уже как бы... Это не такой странный город, это такой, like, крутой город теперь. Like, теперь это типа, I don't know, Лос-Анджелес, Техас on crack. Здесь с недавних пор преподает Мэтью МакКонахи. Есть, да. Что он преподает? Арт? Фильм и режиссерство. А что происходит на лекциях, вы не знаете? То есть туда как бы ломятся... Туда могут прийти только студенты курса? Только студенты. Мы как раз и хотели, другие профессора хотели как раз присутствовать, но он сказал, что он хотел, чтобы... там было, конечно, ограничено количество людей, которые может было посидеть на лекции. Он хотел только студенты. Да, даже ассистентов не было. Да, он читал лекции один. И потом были дискуссии и так далее, и проекты студентов. Как регулярно это происходит? То есть он раз в неделю ходит или несколько раз в неделю? Для него раз в неделю. Обычно для нас 3 раза или 2 раза в неделю. Но для него всего 1 раз. Человек такой важный. Здесь учился Dell. И в какой-то из общак, которые здесь находятся, собственно, зарождалась компания Dell. Да, точно. Но, к сожалению, он здесь
учился, но не окончил университет у нас. Не окончил? Он бросил, да, он бросил. И стал миллионером. На территории UT есть стадион, который входит в топ-10 самых больших в мире. 100 тысяч человек для футбольной команды, где Longhorns играет. Ты ходил хоть раз на матч? Нет. Нет? Нет. А расскажи мне всегда это было интересно, после просмотра сериалов и фильмов. Пацаны из футбольной команды — это самые популярные чуваки в университете? Сейчас уже нет. Сейчас уже все девочки хотят инженеров. Инженеров, потому что все эти футболы, they're players, и они тебе дают STDs. So. Это вещество? Нет, это sexually transmitted disease. Не хочешь быть player, не хочешь STDs, don't date an athlete. Вот так вот. Все хотят инженеров, nerds, scientists. Вот так. А nerds типа предохраняются или что? Вот это отличие. Нет, не самый популярный. Может быть, in high school. Но уже в университете как бы всем немножко похрену про всех. И типа все просто хотят хорошего вайба. Слушай, а хотят ли девчонки идти в группу поддержки? Или это тоже из прошлого? Группа поддержки, what do you mean про группу поддержки? Как же это называется? Cheerleaders. Да, но у нас есть группа таких. Ну да, но как бы это не так... Все просто хотят работу сейчас. Сейчас у нас в Америке очень сложно получить работу. У нас полностью все вот так вот. Раньше, если у тебя хорошее резюме, если ты закончил университет, у тебя работа. Все. Сейчас ты не должен идти в университет, ты не должен иметь резюме. Если ты знаешь кого-то, он тебе даст работу. И все. Типа нетворкинг решает? Да, нетворкинг — это все в Америке. Я закончила с бакалаврой of science, телевидение, business minor. Хочу в Голливуд. Кто-то возьми меня. А что ты будешь делать для этого? Ты рассылаешь резюме? Я сейчас рассылаю резюме, всякие agencies, агентства. Я хочу быть assistant first. Я хочу делать development. Там script, writing, все такое. Кому вы преподаете славистику? Что это за люди? Они тоже из славянских стран? Или это в основном иностранцы, не имеющие отношения к... Я бы сказал и те, и другие. То есть люди, которые имеют, то есть мы как раз говорим, вот эритажники, то есть корни славянские, может быть, там прадед или прадед русский или что-то в этом роде. Но есть и такие, уже зная немножко русского языка, и есть, как я был, то есть те люди, которые вообще ничего не знали о русском языке. Я правильно понимаю, что некоторые из ваших студентов — это будущие сотрудники Госдепа? Да. Которые будут заниматься Россией? Да. И район, вот Евразия, Евразийский район, да. Могут ли быть среди них шпионы? Могут быть. Те, которые станут потом разведчиками? Конечно. Вот это не исключено. Это не исключается, конечно. У тебя есть оружие? У меня personally нет. Я не люблю такое. Но у тебя были инциденты? Yes. Расскажи. Были инциденты multiple times за мои годы в Техасе. Когда я была в high school, в Хьюстоне училась, у нас пару раз были threatening situations, где кто-то что-то написал на Snapchat, на Instagram, допустим, в понедельник, типа, мне так плохо, я сейчас всех убью. Так. Или мне так грустно, я хочу всех убить. Something like that. Кто-то, конечно, это взял, позвал полицейского, на следующий день нас не пускали в школу. Или был инцидент, где мы были в школе, и кто-то сделал репорт, что кто-то другой взял пистолет в школу. Нас запирали в комнаты, мы сидели вот так вот под столом, мы были тихие, мы плакали. Это было pretty traumatic. Потом оказалось, что это не был пистолет, это был BB-gun, там игрушка такая. Но все равно, это было только, когда я была в high school. Когда я сюда приехала, тут есть университет, есть дорога такая, Main, Guadalupe, и есть студенческие районы, где мы встретились. Там очень много бездомных людей. И там очень много людей, которые не должны быть там.
И, actually, я участвовала в разговорах with the capital of Texas, чтобы они больше полицейских сюда привезли, потому что это считается престижный университет. А почему люди имеют sexual assault? Почему люди нож поднимают друг друга прямо вот там вот, прямо через дорогу? Там пистолеты, все такое. В общем, в прошлом году я стояла, то есть нет, я не стояла, я шла в класс. So я шла towards the class. И вдруг я слышу сзади меня много полицейских, и орут типа «Put your gun down!» И я поворачиваюсь, я ничего не понимаю, я поворачиваюсь. Там 3 полицейских машин, они через крышу, там огромный пистолет. Ой, не на тебя. Ну, ты понимаешь, стоят на меня, то есть, и я думаю, на меня. У меня была паника. I'm like, oh my god, у меня ничего нету, я что сделала такого? И я вот так стою, и я поворачиваюсь, и буквально вот так вот, буквально на нашу дистанцию стоит человек с огромным пистолетом и стреляет, и, то есть обратно на полицейских. Да, стреляется в них. И они на друг друга стоят, а я стою, and I'm like, holy shit. И я в этот момент, я никогда так близко не была к ситуации, и он был еще, у него рядом была машина. Все это было obvious, что он обокрал кого-то или ждал какого-то хайст, и они его поймали до этого. И so я стою, в общем, они на друг друга целятся, и вдруг кто-то первый начинал стрелять. Нас учат такие вещи, нас учат, как быть в таких ситуациях. Меня папа всегда учил, просто ложись на пол, будь мертвой. Но я просто встала, и я не могла двигаться. Вдруг сзади меня пацан бежит, и он такой, что ты делаешь? Берет меня literally за волосы, я даже не помню, и просто меня вверх таскает, и мы бежим вперед. И там начинается стрельба просто. Пацан садится в машину и начинает ехать вперед за нами. И продолжать стрелять на этих... Это было что-то... Как в кино? Да, как в кино. Я никогда не хотела бы это испытать больше. Ever again. Так, он едет за вами? Он едет за нами, потому что он убегает, I guess. Он едет на бордюр, и мы быстро в магазин. То есть тут был магазин, мы быстро в магазин, и он въехал в магазин, через стекло и уехал. И они за ним. И это было год назад. Что ты после этого думала? Не купить ли самой себе пушку? Нет, после этого я была traumatized, я пошла домой, и я там посидела пару дней, потому что я не знаю, как можно было потом после этого опять по этой же дороге пойти обратно в школу. И это правда. Это все 4 года я боялась переходить эту дорогу, где мы были. Мы нашли у вас между матрешек с президентами Пепси. Так. И вы сказали, что это советская Пепси. Совершенно верно, да. Какой это год? Это год 79-й. 79-й. Первый раз для меня не только в Советском Союзе, но первый раз вообще за границей. То есть, да, я попал именно вы смогли купить там Пепси? в Ленинград, в аэропорту, прямо в аэропорту в Пулково, если не ошибаюсь, да. И вы не открывали с тех пор, да? Да, я сразу купил 2 бутылки, сразу крыл выпил, а вторую я так уже вот сколько лет, не знаю, 45. 45. Ну, вы, судя по кабинету, вы умеете хранить артефакты, да, я понимаю. В музее, да. Слушайте, ну я вот, знаете, я знаю людей, которые там 2, 3, 4, 5 лет назад купили бутылку вина, российского, например, и они не открывают ее, они уже там могут быть в эмиграции, но они не открывают ее и откроют только, когда Путина свергнут. Вот. Хорошая идея. Да. Вы не замеряли таких каких-то вещей? Я как раз об этом подумал. Да. Это совсем идея неплохая, да. Но, конечно, лучше делать это на старости лет, потому что если выпить, это не факт, что потом... Да, выпить, наверное, уже нельзя, да. Да. How can you describe... Как бы вы коротко описали Остин? Что это? Часто его описывают как чернику в томатном супе. Это ужасная метафора. Я ненавижу ее. Но это очень либеральное, прогрессивное место внутри чрезвычайно консервативного штата. В прошлом году вы написали большой текст об изменениях, которые происходят в Остине. Что было той точкой, когда все начало меняться?
Остин начал превращаться в технологический город в районе 80-х. Тогда здесь появился консорциум, которые организовали большие компании, такие как IBM, Boeing и так далее, Microsoft. Они создали мозговой центр и дали искру для технологического бизнеса, особенно для производства микрочипов, самых продвинутых в Америке. Консорциум назвали MCC. Это было правда необычно. Разные компании отправляют своих экспертов работать вместе, чтобы попытаться вернуть Америку обратно в игру, если выражаться языком технологий. И это случилось. Но что еще случилось? Остин стал городом, где сосредоточены технологии. Сейчас это главный драйвер экономики. Не учителя или бюрократы, а технологические парни в своих особняках. Новая волна пришла с переездом Илона Маска и Джо Рогана. Так? Да, это последняя из волн. Их было несколько. Они из волны калифорнийцев, главным образом. Затем идут нью-йоркцы, которые бегут с побережья в другие места, в которых, как они чувствуют, они могут преуспеть. Я думаю, есть несколько причин, почему так происходит. Переезд с побережья — это также индикатор страха климатических изменений. Но Техас страдает от изменений климата, потому что здесь жарко. Здесь все жарче и жарче. Помимо этого, они приносят с собой, что они называют либертарианство. Это слово, которое не имеет определенного значения. Оно очень гибкое. И, честно говоря, мы не знаем, что они имеют в виду, когда говорят «мы либертарианцы». Они просто люди с кучей мнений и кучей денег. Здесь теперь живет Илон Маск. Да, наверное. Как ты к нему относишься? Ну, хорошо отношусь. То есть он такой визионер. То есть такой человек, который, ну, в свое время, как там тот же Никола Тесла, не знаю, Эдисон, изменил там целую там систему. Там кто-то электричество придумал, там всю систему этого электроснабжения там развернул. И Генри Форд. Но вот такого масштаба люди редко появляются. И Маск из этой области. То есть он такой стратег, который, видимо, там двигается. Конечно, у него есть безумные вещи, там, но в общем и целом это персонаж, да, который будет в истории. Демократы, или люди близкие, скорее, демократических взглядов, Маска не очень любят. Да. А почему? Ну, я думаю, что он просто более такой республиканский по своим, ну вот, по своему пониманию. То есть республиканский взгляд, он такой, что, ну вот, капитализм, он все расставит на свои места. То есть если у тебя есть деньги и возможности, ты можешь привлекать там работников, строить предприятия, тебе нужно как можно меньше препон на этом пути. И, в общем, Техас вот в этом плане очень сильно помогает. Особенно с капитальным строительством, потому что тут дешевая земля. И в самом Остине она, конечно, дороже, но вот за пределами его она довольно дешевая. Наверное, это имеет смысл. И для него, как переместить вот огромную гигафактори, она, по-моему, одно из самых больших вообще строений в Америке по своему объему. Конечно, в Калифорнии это было бы безумно дорого, и где ты найдешь столько людей, которые там будут работать. Здесь это все получилось очень быстро. За несколько лет он уже все построил, и сейчас кибертраки он только штампует всякие модели. Он для меня, типа, делает клевые машины. Все мои друзья хотят Теслу. Все, что я знаю. Хотят? Да. Ну, то есть людям, которым сейчас 20, 23, 20, 25, да. Тесла — это машину, которую бы они хотели? Или Porsche Cayenne. Это совсем разные вещи. Ну, типа, да, в моем generation люди хотят дорогие машины. Мне папа и мама купили Mazda 6 в 2017 году. Я на ней буду ездить, почти когда она развалится. I'm very happy. То есть я не ищу новую машину, но как бы вот такое вот. Как в Техасе относятся к Теслам? Ты говорил, что некоторые шутят над ними. Ну, да. В Техасе над Теслами, над маленькими машинками можно подшутить. Люди, которые называются rednecks, это такие более агрессивные жители пригородов. Можно прикрутить, например, такую штуку специальную. Она дает клубы густого черного дыма, не дожигает дизель, например, специальная. Вот. И проезжая мимо какой-нибудь маленькой машинки, дать газу, окутать ее плотным клубом дыма, еще включить какой-нибудь кантри погромче. Ты видел с гиканьем уехать в горизонт. Ты такое видел хоть раз?
Возле Хьюстона, на пути к Хьюстону пару раз. Это было перед каким-то большим праздником, когда народ туда ехал на моря. Вот туда много едет больших траков с флагами Трампа, Конфедерации. Вот, такие правильные пацаны. И они так реагируют на Теслу? Ну, пару раз было такое мудачество, да. И ты видел сам? Да. Я не помню, Тесла это была или нет, это была какая-то машинка поменьше, но такая, она... Причем это была не просто машинка, это была тоже машинка-стейтмент, то есть обклеенная всякими пацификами. То есть радужных флагов там не было, но до них было недалеко. И это, видимо, пацанов триггернуло, и вот, не сдержались. Он создал спрос на электроавтомобили за счет того, что владеть ими стало круто. Я делал тест-драйв самой первой модели. Это был крошечный кабриолет. Я сел в него, выбрался на маленькую тихую улицу и нажал на ускоритель. Голова отскочила назад, а дворники на лобовом стекле разлетелись. Это было так быстро, я подумал, вау, это не гольф-кар. Это действительно быстрая машина. Было круто. И это сделал Илон Маск. Сейчас владение электрическим автомобилем в Америке — та вещь, которую все одобряют. Илон Маск сделал это. Неважно, что ты думаешь о его общественной позиции и так далее. Он устанавливает чипы в человеческий мозг, чтобы люди избавились от слепоты. Я одобряю такие вещи больше, чем не одобряю его политические взгляды. Я правильно понимаю, главная причина его критики — это его взгляды? То, что он думает и говорит о войне в Украине, о политике Соединенных Штатов, или есть другие причины? Он очень разговорчивый. И у него так много денег, что когда он говорит, эхо разносится во всей стране. Я думаю, он идеальное отражение Остина. Он независимый, он употребляет. У него были долгие отношения с певицей. Вокруг Илона Маска много вещей, которые типичны для Остина. Думаю, мы упустили их из виду, когда критиковали его за политическую позицию, за его богатство. Это первый собственный космодром Илона Маска. Все предыдущие испытания он проводил в тех местах, которые он арендовал. А это свой. Может делать с ним все, что хочешь. Это Starship. Она должна стать самой большой ракетой, которая может улететь в космос, возможно, даже на Марс, утащив с собой много тонн груза. И особенность этой ракеты, что из космоса она может благополучно вернуться на Землю, вертикально приземлившись. И главное, что поражает, сюда можно приехать. Как мы понимаем, примерно всем, потому что сюда регулярно приезжают машины, просто чтобы красиво сфоткаться. Кто-то заходит в Мексиканский залив. Это, в общем, выглядит как такая зона для фототуризма. Нет заборов, есть просто таблички «Не заходить на ту территорию», и ощущение открытости невероятное. И главное ощущение, которое настигает, когда ты оказываешься на этом пляже, помимо вот этого запаха соленого Мексиканского залива, это ощущение, как будто ты прикасаешься к будущему. Во-первых, это самая большая тяжелая ракета, и не просто ракета, знаешь, правильно говорить, летающий объект, самый мощный в истории, и первая потенциально полностью многоразовая система, где и корабль, и ускоритель будут возвращаемыми, но это где-то в далеком будущем, не сейчас. Проблема не в том, чтобы сделать самую большую ракету, это уже делали. Надо ее сделать самой дешевой, многоразовой, и чтобы она летала очень часто. Желательно, как говорит Маск, через час, но к этому, скорее всего, не скоро придут. И если, например, ускоритель приземляется, то через час, в теории, он должен быть готов к заправке, к запуску и так далее. Но по факту этого добиться будет очень сложно. Но, как и все, условно, SpaceX, таймлайн очень амбициозно, а дальше как пойдет. Правильно ли я понимаю, что так, как SpaceX, не делал никто раньше?
Именно так никто. Вообще, когда говорят про SpaceX и сравнивают с NASA, очень часто говорят, ну, они делают все то же самое. На самом деле нет. Одна из первых революционных в ракетостроении вещей — то, что SpaceX научились тормозить на двигателях в атмосфере. Так не делал тоже никто. То есть у Falcon 9, в зависимости, там, опять же, от миссии, есть разные тормозные маневры. И вот тормозить, например, на высоте 65 километров, когда ракета, именно ускоритель, летит кормой вниз, включает двигатели, тормозит, а потом еще тормозит у Земли, так не делал никто. Что делает Starship? Он теперь должен садиться прямо на площадку. И вот так пока не близко. Но китайские стартапы, их очень много, эту идею подсматривают, тоже так хотят. Объясни, для чего нужен SpaceX и вообще все частные компании, когда есть NASA? НАСА — государственное агентство, которое работает не очень эффективно. И задача НАСА, с одной стороны, как государственное агентство, они должны генерировать рабочие места, причем в разных штатах. Вот где, условно, сенаторы лоббируют интересы, там появляются, например, заводы или какие-нибудь тестовые полигоны или что-нибудь еще. Но НАСА работает невероятно неэффективно. То есть у них даже есть там внутренние комиссии по аудиту, которые, например, постоянно говорят, ну мы опять опаздываем на 5 лет и перерасходы там на несколько миллиардов. И, к сожалению, еще это очень бюрократизированное и очень политизированное агентство. Они, к сожалению, сейчас не в состоянии закрывать все свои потребности. И на самом деле при администрации Обамы как раз, и это все случилось из-за катастрофы Space Shuttle в 2003 году, как раз запустился весь этот процесс. Давайте мы посмотрим альтернативные опции. И появились программы сперва по доставке грузов на МКС, потом по доставке астронавтов. И стало понятно, что в теории все те же самые вещи можно делать дешевле. Ну, это не у всех получается, справедливости ради. Но НАСА, как и SpaceX, это, по сути, организации, которые работают вместе. Их сотрудничество взаимовыгодное. То есть НАСА не может жить без SpaceX, и SpaceX не может жить без НАСА. Населенный пункт, где находится космодром, называется Бока-Чика. Его в конце 60-х организовали польские иммигранты, которые хотели с каким-то комфортом проводить время на берегу. Первые испытания здесь стали проводиться в 2019 году, и здесь были дачные домики. Многие их использовали как морскую резиденцию. И когда проходили испытания, жители просили выходить из построек, потому что существовал риск того, что стекла повылетают. Чтобы все это построить, Маск сказал, что готов выкупить все дома, которые здесь есть, по цене в 3 раза выше рыночной. И VIP-приглашение каждому на запуск ракеты. Многие отказывались, потому что говорили, что вложили много сил, энергии и любви в свои дома, но в 2020 году все уехали. Кстати, до границы с Мексикой, я не знаю, километр-два, просто по пляжу, если идти, то ты просто окажешься в Мексике. И поэтому здесь пограничная служба регулярно ездит. Планируется, что на месте Бока-Чики возникнет город, который будет называться Starbase. Это будет, собственно, поселок Бока-Чика, это будет космодром, и это будет тренировочный полигон. Чуть-чуть дальше, километр, может быть, меньше по дороге, стоит место, где строят ракеты, и они издали выглядят как здания, а приближаясь, ты понимаешь, что это просто гигантские леса выстроены, и внутри этих лесов строят вот это чудо. Почему Маск выбрал для строительства своего космодрома Техас? В первую очередь, конкретно та зона находится ближе всего к экватору, к границе. То есть это, на самом деле, для запусков лучше всего быть к экватору. Почему? Меньше гравитационные потери. Это как бы вот то, что, например, делают французы во французской Гвиане. Поэтому Техас именно в той точке, наравне со Флоридой, это, по сути, второе хорошее место. Потому что надо, чтобы был океан, куда в случае чего сбрасывают ступени. Над городами никто не хочет, чтобы ракеты летали по понятным причинам. Особенно садились, особенно ходили в атмосферу. Поэтому опций не так много. И, по сути, это как бы... Это, как говорят, middle of nowhere. То есть, на самом деле, это была деревня, где жили люди уже на пенсии, на ретайрменте, и как бы просто наслаждались жизнью. Земля там была дешевой. Еще граница с Мексикой рядом. Но проблема в том, что чем ближе к экватору, опять же, шторм. Вот сейчас на Старбейзе опять был ураган, все затопило. Это проблема. Что нас удивило? Мы туда приехали, и он стоит вдоль дороги, и по этой дороге любой может ехать, доехать до Мексиканского залива, там тусоваться и даже фотографироваться на этом фоне и в целом фотографировать сам корабль, который собирается. Это маркетинг или это просто им натурально скрывать нечего? Нет, им есть что скрывать. На самом деле очень много экспортных ограничений. Например, много чего не могут показывать. Но это не проблема.
То есть мы как бы думаем, окей, если там стоят фотографы, сейчас все поснимают и скопируют, а копировать очень трудно. И на самом деле за годы они очень хорошо начали работать с сообществом, они разрешили ставить камеры, они работают в том числе с фотографами, ну опять, как работают? Разрешают им не уходить. И да, в том числе как бы это возможность для людей к чему-то прикоснуться и сказать, о, смотрите, мы тут хорошее дело делаем. Градообразующее предприятие. Но при этом там постоянно бывают протесты, слушания, народ переживает, что нет доступа к пляжу во время тестов. У них даже есть ограничения, сколько дней в году они могут их проводить. По-моему, не более 80 суммарно. Поэтому как бы есть те, кто, опять же, приезжает, это прям, ну, Мекка, по сути, а есть те, кто очень против. Но местные, наоборот, рады, поскольку до этого, ну, даже в городе Браунсвилл было не так много опций по работе. А тут, как бы, ну, это действительно, ну, гигантский проект, который генерирует кучу рабочих мест. Поэтому в целом там довольны. Видел ли ты когда-нибудь иронию или, наоборот, особый кайф в том, что в Техасе, который считается довольно консервативным штатом, реально сейчас куется будущее. То есть вот прогресс происходит просто посреди того места, которое во многом стереотипно считалось очень консервативным. То есть, с одной стороны, вот тут тебе запрещают аборты в этом же месте, да. А с другой стороны, космический корабль готовят просто к тому, чтобы открывать новые миры. Здесь еще, знаешь, какой момент? Старшип — это же, знаешь, не система, которая делается как это в чистых комнатах. Когда, ну, ты, если, знаешь, смотрел видео с производства, не знаю, ракет в Европе, все белое, все в халатах, никакой пыли, ничего. А здесь посреди пустыря появляется завод с открытыми ангарами. И, как люди говорят, из говна и палок собирается что-то. Ну, то есть, на самом деле, первые прототипы Starship так и собирались. Когда они, я помню, раскрыли тент, и появился первый прототип Starhopper, он, кстати, стоит как раз на дороге, вот его скоро будут переносить, они к нему построили нос, его сдуло ветром. И как бы все смеялись. Ну, мол, ну вот знаешь, это как говорят, redneck technology. Вот примерно так это и выглядело. Сейчас это самый высокотехнологичный завод. При этом тоже момент, который многие упускают, многие сотрудники именно Starbase так или иначе имеют мексиканские корни или приехали из Мексики. То есть рассказать условно американскому ультрапатриоту, что главную ракету Соединенных Штатов собирают условно те, кто родились в соседней стране, это будет звучать как-то не очень. Но Техас дает Илону, ну точнее не Илону, а SpaceX огромное количество послаблений. Они ему очень идут навстречу во многих вопросах. Именно поэтому он хотел перенести из Флориды, который, кстати, тоже не самый лучший штат, чего уж тут греха таить, хотел перенести и производство, и операционку из Флориды, но в итоге они все это разделят. Оно еще и будет больше, и понимаешь, когда Starship начнет летать чаще, Техас, по сути, станет одним из главных космопортов для Соединенных Штатов. Can you explain in simple words why Elon Musk job, Starship and all? Можете объяснить простыми словами, почему работа Илона Маска и запуски космических кораблей важны для человечества? Потому что это прогресс, это обучение. Когда мы стартовали с программой «Аполлон», мы много чему научились. Даже когда первые астронавты погибли, мы многому научились. Сегодня в жизни есть много вещей, которые мы узнали благодаря программе «Аполлон». Например? От аккумуляторов до лекарств, до человеческого тела. Чтобы проектировать реактивные двигатели Боинга 747, мы использовали металлургию и технологии, которые мы получили благодаря технологиям Аполлона и НАСА. Для всех составляющих этой миссии мы должны были проектировать и строить с нуля. Мы оказались здесь примерно за неделю до ближайшего запуска. Ракету прямо сейчас готовят к этому запуску. И, насколько я понимаю, именно сейчас инженеры заняты обшивкой Старшипа. Важная деталь про размеры. Для тех, кому вот это, может быть, не кажется чем-то очень большим. Сейчас перехожу на предельно обывательский язык. Перед запуском вот эту вот пулю поставят на вот эту вот трубу, это стартовый модуль. И в таком виде все это отправится в космос. И тогда уже не будет вопросов, почему это называется самой большой ракетой на свете. В космосе труба отделится,
и на Землю потом благополучно вернется именно пуля. Мы проезжали другие старшипы, которые уже в собранном виде здесь есть. Надо сказать, что это выглядит невероятно. Очень большие и видны за много километров. Есть ли конкретная цифра, сколько стоит вот этот корабль? Короткий ответ — нет, потому что сейчас идет фаза прототипирования, и они, много чего меняют на живую, иногда, кстати, ремонтируют. Но есть цифра, сколько было вложено в инфраструктуру в Техасе. Это примерно $5 миллиардов за все время. Но это Starbase. Вот в это пространство все. Не только. Это Starbase, стартовый комплекс там, еще несколько тестовых полигонов. Это тестовый полигон в Макгрегоре, где тестируют двигатели Raptor. И это новый завод по производству Starlink, который тоже в Техасе. То есть там суммарно более 5 миллиардов, плюс дополнительные расходы на вторичную инфраструктуру. Где-то помогли с дорогой, где-то помогли с магазинами, построили школу и так далее. 5 миллиардов за все время. А сколько Маск тратит в год? Есть цифра на космос? Неизвестно. Они же частная компания, они имеют право не разглашать. Но ему принадлежит порядка, по-моему, 42% акций компании. Неизвестно, по-моему, он из них ничего не забирает. Скорее всего, его зарплата условно $1, чтобы не платить налоги, скорее всего. Опять же, мы не знаем. Плюс он же судился еще за счет того, что... точнее, там же с Теслой была драма с выплатами, которые ему полагались. Возможно, что-то он будет из своих вкладывать, но в основном это частный капитал. Сейчас отбоя инвесторов в SpaceX нет. То есть компания на последнем раунде оценивалась в 210 миллиардов. Но это именно оценка. То есть это не общий капитал компании, а оценка. Для понимания, это больше, чем Boeing и Airbus вместе взятые. Вдоль дороги у космодрома тусуется много людей. И один из них Келвин. Келвин, что вы здесь делаете? Думаю, я здесь больше для общественной пользы. Я встречаю людей, дарю подарки детям и рассказываю им о достижениях. Я создал комьюнити людей по всему миру, которые приезжают на запуски. И мы мы заботимся об этом месте. Мы хотим подавать пример. Это лагерь номер 0. Мы хотим создать лагерь номер 1. Пытаемся построить что-то. Вы находитесь здесь не только в дни запусков. Да, обычно я приезжаю за 2-3 недели до запуска. В сумме остаюсь здесь на месяц или 6 недель. Могу вернуться домой на несколько дней, но в идеале хочу быть здесь за пару недель до запуска. Так что это 6 недель. Что за комьюнити, которое интересуется запуском? Это люди со всего мира? Что они делают? Вы видите перед собой такого человека. Космические задроты со всего мира приезжают на запуски. Космические задроты? Над ними не надо смеяться. Я не космический задрот, но они лучшие люди из тех, которых я когда-либо встречал. Нет, у меня максимально добрый смех. Хорошо, да, добрый. Но они замечательные, трудолюбивые люди. Я думаю, что это наше будущее. Они прилетают сюда из других стран. Конечно. Но когда происходит запуск, здесь нельзя находиться, да? Да, нужно быть в 4 или 5 милях. Я хочу добавить, что 30% людей приезжают сюда из-за границы. Это что-то вроде спота. Они приезжают сюда и просто ждут, когда ракета полетит. Я имею в виду в 4 милях отсюда. В день запуска нужно проехать 5 или 6 миль до Саус-Потри, где можно наблюдать за запуском. Но если вы находитесь на частной территории, вам нужно быть на расстоянии 3,8 мили. Именно туда мы и собираемся. Мы поднимемся на Raptor Roost. Это близко. У вас есть что-то для детей? Вы можете нам это показать? Да, я даю это детям. Это моя фотография первого корабля. А когда это было? Я про первый корабль. Это было в июне, я плохо помню даты, но это был первый запущенный корабль. B-7S-24. Я нашел много плиток термозащиты на пляже, поэтому я дарю детям плитки и болты. Это кусок старшипа? Да, вот этот побольше. Это кусок обшивки, а это небольшой фрагмент от большого куска. Где вы их нашли? Я прошел около 30 миль по пляжам примерно через 3 недели после запуска. Они приплыли обратно через 3 недели. Я прошел, набрал около 15 галлонов этого
Теперь их достаточно, чтобы подарить многим детям. Я читаю им лекции, рассказываю, они обещают привезти мне что-то с Марса. Теперь они будут усерднее учиться. То есть ваша цель — заинтересовать их? Конечно. Я думаю, мы недооцениваем наших детей. Думаю, что каждый ребенок — вундеркинд. Если вы занимаетесь с ними, они будут лучше. Я чувствую, что меняю их жизнь, я знаю, что это так. Я получаю письма и видеопослания. Они говорят, что их оценки стали лучше. Что ты думаешь о космической деятельности Безоса? Компании Blue Origin 20 лет. У них будет только-только первый орбитальный полет, и из-за этого к ним такое, скажем так, отношение, что вот, мол, отстающие. На самом деле это гигантская компания, в которой почти, по-моему, уже 10 тысяч сотрудников. И, ну, их ракета New Glenn — это ракета тяжелого класса, плюс она еще многоразовая. То есть это уже само по себе достижение. Плюс у них есть даже там, ну, вполне успешная инициатива с туристическими полетами. Для чего они это делают? Чего больше во всей этой движухе? Желание войти в историю или это рациональные бизнес-мотивы? Это бизнес, это прям большой бизнес. То есть сейчас космическая отрасль именно по общему объему оценивается там примерно в 550-600 миллиардов. Если брать там агентства, частные компании, производители спутников, ну, в общем, достаточно как бы... Долларов в год. Да. При этом она растет, и по некоторым оценкам она достигнет 1,5 триллиона где-то после 30 года. То есть это трехкратный рост отрасли, причем за счет спутников интернет-связи Starlink и Project Kuiper от Amazon. Это будут два основных игрока. И для них это очень понятный рынок. И Безос, ну, он не просто так ушел из Amazon, Amazon уже вряд ли кратно вырастет. А вот вырастить новую компанию выглядит как более... Ну, не то, что простая задача, это все-таки космический бизнес. Но это потенциально очень-очень большой бизнес. По простым языком, эти деньги, они берутся, ну, откуда? Частный капитал, государственный контракт. Ну, в основном, конечно, частный капитал. Не, а что есть заработок? То есть, по сути же, пока это просто как бы все инвестиции в это. А как они будут возвращаться? Это отдельный вопрос. Это они будут уже договариваться с инвесторами, как это будет возвращаться. То есть пока что Blue Origin проводит только туристические запуски, там денег не так много. Безос при этом вкладывает сейчас ежегодно по 2 миллиарда из своего кармана, не считая остального капитала. То есть это прям большой бизнес. Но потом это, естественно... опять же, смотри, у Blue Origin сейчас пока единственная основная модель бизнеса — это будут запуски ракет. Потом они планируют построить свою частную станцию. Там можно будет работать с другими партнерами, продавать пуски, продавать места для туристов и так далее. Они планируют в том числе свою лунную программу совместно с НАСА. У них, по-моему, будет как раз в 5-й и 6-й миссии Artemis уже высадка на их аппарате. Плюс дополнительные всякие истории. У SpaceX модель другая. Они компания полного цикла. Они и заказчик, и производитель спутников, и ракет, и оператор, потому что они сами запускают. При этом они выполняют государственные контракты, и совместно с другими компаниями они, например, возят, туристов неправильно говорить, но возят людей в космос, на орбиту. Плюс вокруг них выстраивается экосистема других компаний, которые, например, будут строить свои частные станции. Это прям следующее большое направление. Или, например, выполнять какие-то другие заказы. Но основное это, конечно, это Starlink и Kuiper. Это вот будут прям это будет большая битва. Если совсем просто, это просто они на спутнике выведут много Старлинков, много спутников, которые будут раздавать интернет по всему миру. Технически да, причем лучше всего он будет работать в удаленных зонах, не в городах, где плотность очень высокая, там плохо будет. Но следующее большое направление — так называемый Direct to Cell, когда с помощью телефона, который есть у тебя уже сейчас, не нового, можно будет напрямую соединяться со спутником. Да, будет очень медленный канал, но, например, не знаю, застрял в лесу, нужна помощь. Вот Apple сейчас подобно рекламирует, но не через Starlink. И такие возможности будут. То есть, я не знаю, через пару лет, по крайней мере, в Штатах это уже не будет диковинку. Смотри, Маск доставляет грузы на МКС. С этого контракта, по сути, все и началось. SpaceX не были прям первой частной компанией. Вообще весь американский космос, он построен на частниках. Но они были первой компанией, которые самостоятельно долетели до орбиты. Да, ракеты легкого класса, но смогли. И для нас это было подтверждение того, что им можно дать контракт по доставке грузов на МКС. Но это требовало разработки новой ракеты, собственно говоря, первой версии Falcon 9 и корабля Dragon. И под это они получили, по-моему, тогда что около 400 миллионов. Подтвердили, что могут летать, причем разные, например, элементы Дрэгона тестировались даже на шаттле. Возили как раз, по-моему, модуль для сближения со станцией тестировать.
И когда была первая стыковка, после этого они запустили следующие версии контрактов, следующие, и суммарно, если мне сейчас не изменяет память, там что уже порядка 5 миллиардов именно за доставку грузов они получили. То есть это прям большой контракт. И есть отдельный контракт по доставке людей на МКС, но это прям тоже сложная история. А людей, астронавтов НАСА? Да. Для этого, вот опять же, здесь тоже нельзя было взять просто существующий корабль и посадить в него людей. Это сложная работа, и на это у них ушло, по сути, 6 лет, чтобы доделать именно аппарат, который называется уже Crew Dragon, он же Dragon 2. Там все сложно с названиями. И за это они получили 2,6 миллиарда, но здесь есть нюанс. Тогда НАСА не были уверены в SpaceX. Ну, мол, все-таки это новая компания, мало ли что-то пойдет. И Боинг очень сильно лоббировал, чтобы весь контракт отдали им, а это было почти 10 миллиардов. И НАСА вынужден работать со SpaceX, потому что дешевле. Дешевле за счет чего? Они работают... Вот если, знаешь, с айтишником разговариваешь, они говорят, у нас agile. Они работают на самом деле очень быстро. Все, что можно не делать, они не делают. Они не проводят бесполезные совещания, они не проводят бесполезные тесты. Все, что можно тестировать в полетах, тестируется в полетах. Из-за этого разработка идет сильно быстрее. Плюс у них фокус на увеличение производства, именно сроков. То есть как, например, чем больше ступень проводит времени на Земле, тем она дороже. Поэтому время, например, между пусками ускорителя надо сокращать. Сейчас, по-моему, рекорд 21 день для Falcon 9. Это прям 3 недели, по сути. Раз в месяц ракета может летать. При этом они занимаются вертикальной интеграцией. То есть все, что можно, например, делать внутри, они делают внутри. Если, например, можно найти подрядчика, который находится через дорогу, они это делают. Если можно не находить лишнего подрядчика, они этого не делают. Для сравнения, у ракеты SLS, это вот большая ракета от НАСА, которая лунная, 700 подрядчиков. Это производители двигателей, отдельных узлов, элементов и так далее. Если брать вообще всех, кто участвует в программе Artemis, там более 2000 компаний. SpaceX может так не делать. Они просто выбирают лучшее решение, которое есть на рынке, либо покупают его уже вовнутрь. Boeing работает с подрядчиками и субподрядчиками, в том числе и по самолетам. Поэтому все медленно, долго, некачественно и бесконечные издержки. Что вы думаете про SpaceX и Илона Маска? Вы довольны тем, что они делают? О да, я в восторге. Я никогда еще не видел такого талантливого человека. Что я люблю в нем больше всего, так это то, что я убежден, он делает это на благо человечества. Это эгоистичный поступок — сделать мир лучше, безопаснее и богаче. Я правда думаю, что это его цель, и он может это сделать. У него есть какая-то способность сложить все воедино и воплотить в реальность. Маск не управляющий. Маск — главный инженер и шейрхолдер. На самом деле, опять же, возвращаясь к Starship, и вот этот момент, который часто забывается, компанией управляет Гвин Шотвелл. Она операционный директор и президент. По сути, все, что касается цепочки поставок и так далее, это все на ней. А, например, генеральный менеджер именно программы Starship в Техасе — это Кэти Людерс, извиняю. Она до этого работала много лет в НАСА. То есть, по сути, женщины все и порешали. Сколько там Маска во всем этом? Сложный вопрос, потому что, опять же, смотря что читать за все. С точки зрения операционки и процессов, наверное, не так много. С точки зрения идей по проектированию, наверняка много. С точки зрения работы с инвесторами, раньше, по крайней мере, лет 10 назад инвесторы действительно были, которые фанаты Маска. Они несли деньги ради него. Сейчас инвесторы, они несут деньги в SpaceX. Плюс у него, 3-4 корпорации еще, в которых он работает. То есть времени у него не так много на все это. И на самом деле даже когда он появляется в Твиттере, по периодам видно, когда он занимается SpaceX, он, например, приезжает в Техас или приезжает во Флориду, когда важные пуски. А когда он все остальное время занимается чем-то другим. В SpaceX работает 9000 человек. Наверное, сейчас даже уже ближе к 10. И по факту там достаточно много хороших менеджеров. Как ты относишься к Илону Маску? Вот как к нему, можно ли творчество от творца отделять? Неоднозначно, как и многие. Мне кажется, что Илон, условно, 4 года назад, который посреди ночи мог написать: «О, вот фотография из
не знаю, с кормовой секции Старшипа. Просто, знаешь, из ниоткуда. Это было типа, вау, ничего себе. Он как бы может делиться вот чем-то подобным и рассказывать про интересные вещи. И на самом деле он очень много знает про космонавтику, про ракетостроение. У него гигантский опыт. А потом ты читаешь, как он разгоняет какие-то, я не знаю, вбросы или фейки, или... Ну, сейчас столько политики стало. Понятно, почему это дело, там есть какая-то hidden agenda, и он очень заинтересован во всей этой истории. Но это невозможно читать. И мне кажется, самое неинтересное, точнее, самое плохое, что сделал Илон Маск, для меня и, наверное, для части других людей, он стал неинтересным. То есть сейчас новый твит Илона — это, скорее всего, какая-то пурга. Это часть Старшипа, да? Да. Вы нашли ее, когда гуляли по пляжу, через 3 недели после запуска. Можно потрогать ее? Конечно, можете даже подержать ее. Ого. Я не знаю, как это по-английски. Не знаю, как сказать. Ну, короче, это кожа Старшипа, да? Старшипа, да. Он поглотил огромное количество тепла, он расплавился. Но сейчас для этого понадобится горелка. О, на нем есть номер. Да, это была заказная часть. Они ее заказали, но она не подошла, поэтому ее выбросили. А как вы думаете, где ее делают? Не в Китае? Нет, ее там не производят. Илон Маск невероятный ум. Он взял на вооружение все вещи, которые были у НАСА, и над которыми они продолжают работать, и делает их каждый день в SpaceX. Делает это лучше. Намного лучше и дешевле. Вплоть до того, что НАСА покупает ракеты SpaceX для запуска своего оборудования. Бока Чика и Starship — это будущее. Он гений? О, да. В такие времена он гений. Я бы хотел видеть его на политической должности. Серьезно? О, да. Как кого? Как президента? Я бы поддержал его. Он на грани, да. Есть тонкая грань между раем и адом. И иногда ты должен подойти ближе к этой линии, чтобы что-то поменять. Это может быть пугающим. Очень пугающим. Интересно, о чем мы говорим, что прогрессивно мыслящие имеют такое мнение. На самом деле они ведут себя в очень консервативной манере. Потому что Маск — агент перемен. Изменения пугают людей, наше общество в смятении, потому что вокруг так много изменений, и в основе этих изменений одна большая фигура подстрекателя. Это Илон Маск. Технические специалисты понимают, что если ты против перемен, ты отстаешь. Технологии не остановить. Я думаю, что когда люди нападают на Маска, они нападают на грядущие перемены, которые вне их контроля. Перемены произойдут. Остин — место, где многие перемены уже происходят. Это сделает город другим и сделает мир другим. Но в некотором смысле мы должны понимать, как использовать их так, чтобы была польза для общества, а не деструктив. Но Маск полезен для общества? Он создал рынок электрических автомобилей. Он создал спутниковую связь, которая покрывает весь мир. Что бы он ни сказал про Путина или в этом роде, он изменил украинскую войну. У него есть компания Boring, которая бурит туннели. Думаю, будущее транспорта во многом будет в подземных туннелях, как метро. И это то, что он планирует сделать. Он работает с чипами, которые можно вживить в мозг, и которые могут исправить умственные дефекты, слепоту и подобные вещи. У людей с ограниченными возможностями, возможно, есть будущее, которого бы не было. Я так поражен, что обычно это те вещи, которые должно инициировать правительство и приносить в общество. Но их делает Илон Маск. Я отношусь к нему с осторожностью, потому что он может быть страшной силой зла. Но он не сила зла. Если вы взвесите все то, что я сказал, то он агент перемен. Добро и зло не имеют значения.
Liftoff. Full pitching downrange. Ship chamber pressures are level. Ship ignition. Stage separation confirmed. Hot stage confirmed. Ship under its own power. Rotating and turning.